И дофига комментаторов, потому что, ну, в соло комментировать эту игру довольно сложно, как я уже выяснил. Проверяют, что... Говорят, что... Да, стример мод включили, FPS на 50. Я, кстати, не знаю, как они FPS на 50 лочат. У меня игра не дает 50 поставить. У меня игра дает только 30-60. Это, видимо, от хрена знает, чего зависит, от монитора. Вот. Ну и поскольку НГ, больше катсцен, 3 катсцены, тык-тык-тык. Вот, вообще таймер начали чуть раньше, ничего страшного. Ко мне любимая часть Тельера. Кого? Кого? Самая большая проблема НГ, с моей точки зрения, это то, что играете с дефолтными скинами. Вот. Но поскольку НГ ХП у нас мало, шкалы для бонусных атак у нас мало, туториалов у нас больше, и вначале мы не можем парировать до 3-го уровня, что довольно важно. Вот. И вначале особо ничего не происходит. Поднимаем шмот. Вот. Все действия в игре засинканы в определенный ритм. Этот ритм всегда один и тот же, он не меняется по ходу игры. Все песни подстроены даже так, чтобы всегда задний ритм был один и тот же. Играем на изи, противники не сильно много урона получают. Вот, первых 3 врагов просто выносим с 3 тычек каждого. Вот, и в рамках 1-го уровня нам надо будет нафармить определенное количество шестеренок для апгрейдов в первой интермиссии. Вот, и наратор объясняет, как все привязано к ритму, ля-ля-ля, попробуй simple атаку, попробуй heavy атаку. В НГ плюс это можно скипнуть, в НГ нельзя, к сожалению. The fastest attack that we can do, we can dash cancel out of it, has multiple uses in this run. The other version that we're going to go on later is going to be the strong attack. So that's going to be a half note, which takes 2 beats. So obviously it's a bit weaker, or it's going to be slower, but it is a stronger hit. Вот. Есть несколько комбо в этой игре, которые можно выучить, но в большинстве своем мы будем пользоваться там буквально 2-3 комбо, потому что они наносят больше урона. Потому что здесь все привязано к биту, здесь, соответственно, очень легко посчитать общий как бы ДПС каждой атаки. И, соответственно, некоторые атаки просто за счет того, что они детерминированы по скорости, просто получаются банально мощнее. Вот и все. Это чай обкурился и видит кеглю. Вот, но это просто туториал наратор. Вот, хэви-атаки пропускают каждый второй инпут. То есть по меню можно видеть, что после каждого нажатия есть пауза на 1 бит. Вот, и это сначала все, когда начинаешь играть, так немножко мозг очень думает много, часто об этом, но на деле супер изи. Вот, и потом игра всевозможными визуальными вещами, которые вы можете даже не замечать, обучает ваш мозг ритму, он постоянно закачивает ритм вам в голову. ХП-бар, видите, пульсирует, все в округе пульсирует под ритм. И так или иначе вы просто поддерживаете ритм естественным образом. Вот, и одна из основных методик перемещения — это Infinite Dash. Вот, Dash вообще чейнится 3 раза. Dash, 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 после этого чай останавливается. Но можно канцелить, и тогда можно делать больше. Сейчас будет очень много страт подряд. По порядку. Начнем с того, что сейчас будет фотомод скип, я начну с его объяснения. Фотомод режим отключает некоторые невидимые стены, за счет чего мы можем сквозь них проходить. Соответственно, мы можем зайти в фотомод, одновременно сразу выйти из него, и после этого мы можем в нем двигаться. Теперь мы просто дэшимся 14 раз вперед, делаем heavy dash, дэш в воздухе, и возвращаемся из меню. Отлично, с первой попытки все выходит.
и таким образом скипаем целый файт и небольшой туториал, где нам надо подождать, пока с нами поговорит Peppermint. Вот, на деле это не очень много сейвит, но так прилично. Вот. И он специально ему надо было припрыгнуть до определенного места, чтобы когда он после этой катсцены получил следующий туториал. Потому что иначе он его не получит, и, соответственно, механика никогда не активируется, игра полунепроходимой становится. И другая механика, которую он делал, которую я не объяснил, это storage jump. Вообще, после того, как вы запускаете себя в воздух какой-то атакой, типа dash heavy, например, после которой чай подпрыгивает немножко вверх, вы можете в воздухе прыгнуть только один раз. Но если вы засторите ваш прыжок, то после этого можете сделать double jump, что позволяет в куче мест выходить в ОП на самом деле. Но поскольку это такая неочевидная механика, которую... чтобы получить storage jump, вот это я не объяснил, нужно в тот момент, как вы сходите с любой высоты на другую, просто теряете высоту, вы одновременно делаете дэш и прыжок в любом направлении. И если как бы вы все затаймили правильно, то есть, условно, фрейм падения, то если вы держите прыжок, потом чай приземлится и сделает такой дурацкий бэйби-джамп, условно. Вот. И это означает, что вы засторили ваш прыжок, и если вы себя подкинете в воздух любыми способами, то вы сможете дважды еще прыгнуть. Вот. И, соответственно, эта механика будет очень-очень часто пользоваться. Мы ее еще увидим. Вот. И как раз для выхода к тому месту, где он делал фотомод скип, ему понадобилось там 3 раза условно сделать storage jump. Потому что ему сначала надо на продакшн знак выпрыгнуть. На это можно сделать обычными прыжками, но это очень тонкий прыжок. Потом он запрыгнул с крыши на следующую крышу с помощью storage jump, и потом он застапил еще один, чтобы после того, как он выйдет из фотомода, он мог сделать 2 прыжка, потому что там высоты как раз не хватало бы иначе. Здесь небольшой паркур скип сейчас будет. Без проблем выходит. Что он подбирает life gauge piece. Не знаю, насколько это станет важно для рана. Вот, и немножко постолим в воздухе, пока мостик собирается, а чуть рано опустил. Да, большинство чекпоинтов довольно приятное. Здесь можно перепрыгнуть, сейвить буквально секунду, вместо того, чтобы обходить. Но это мелочи. И одна из немногих 2D-секций в этой игре. Опять стапил Jump Storage. Он не супер важен. И потерял Jump Storage опять. Вот, за счет Jump Storage, да, можно скипнуть всю эту секцию, вместо того, чтобы не таймить прыжки. Вот, но можно по платформам попрыгать, на самом деле не сильно медленнее получается. Не успел в цикл. Вот, в NG+, далее можно делать скип через ООБ, но поскольку парирования у нас нет, и механика, связанная с ним, пока нам недоступна, придется сейчас делать дурацкий автоскроллер, очень скучный, где можно просто стоять на одном месте и ничего не произойдет. It makes sense because the term coyote jumping comes from Wile E. Coyote and running off the ledge and then looking down and falling afterwards, so it fits. Yeah, so right now we are continuing to go through the level. We've also met a character that we're going to learn later on named Peppermint through 808, who's kind of like controlling our companion. One of the things that we also have to worry about is the head of production, Rekka, who is currently the one that is trying to объясняют сюжет, то, что Чай вообще пришел в Вандалей, чтобы сделать себе модную примочку, руку или ногу, и что он там хотел. Но в итоге сделал руку, конечно. Можно видеть вот правую. Крутой механический прибабас, потому что это супер-мега корпорация, специализирующаяся на механических вещах. Чай хочет быть рок-старом.
Вот, но что-то идет не так, у него в районе сердца вживляется его старый, чуть ли не Сони Эриксон плеер. Здесь попытка скипика, но он такой немножко сложный скип, он иногда не срабатывает. Отлично, пройдет. Говорят, что очень simple, ну не совсем соглашусь. Он, конечно, довольно простой в том плане, что на просто стенку вжимать, вот, но там триггер можно просто обойти. Опять jump storage и залезаем на стену, и опять за счет... Вот этот второй прыжок в НГ сложнее, потому что нету комбы, которая больше высоты дает. То есть обычный Dash Heavy дает не так много высоты, как Light Heavy Heavy Dash... Ой, что там? Heavy, Light Light, Heavy Light. Комба. Вот, и выпрыгиваем в ОБ, скипаем таким образом все последующие файты и идем сразу до босс-файта первого уровня, до QA 1 mil. Вот, это сейвит примерно 2-3 минуты, по-моему, сейвит. Довольно много катсцен, там обучают нас QTE-шкам. Вот, здесь главное просто понимать, куда вы идете, потому что тут куча невидимых всяких стен и потолков. It's definitely still worth playing. And if you played like No Straight Roads, like RUSC and I have done, if you've done Gurumin, there's all like with that, there's always that little bar that you can show up at the very bottom. Like, hey, there's a better idea. Для того, как типа не сильно много большинство этих скипов сейвит, ну все, и клипаемся обратно в уровень и триггерим босса. Босс, к сожалению, все боссы в этой игре это автоскроллеры. Это немножко не очевидно на НГ, потому что вы наносите довольно мало урона. Вот. Но на деле, если вы играете на НГ+, вы заметите, вы вынесете вот эти четверти хп очень-очень быстро. И после этого вы просто ничего не будет происходить. Что вам надо определенное количество песни послушать для того, чтобы перейти в следующую фазу. И на QA 1 mil типа, это не супер заметно, у него довольно долгие промежутки, недолгие, я хотел сказать, вот, и на НГ+, в принципе, не замечаешь этого. А вот на втором боссе, там рекки очень легко вынести все хп, и потом просто как бы бегаешь по арене и ничего не делаешь. Да. На всех боссах два трека есть, то есть один стример, один не стример мод. И некоторые прям треки вообще супер бенгеры. В каком 10 уровне в не стример моде там играет Prodigy Invaders Must Die, а в стример моде играет их самописная песня, которая это, как ее где-то в YouTube комментах обозвали, ах да, Intruders should perish. Потому что она очень похожа, то есть прям чувствуется, на что они ориентировались, когда там пицы прям чувствуются Invaders Must Die. Но не Invaders Must Die. I'm getting pretty bad RNG on this fight. You don't want to see that swipe because that swipe does nothing. So you can't really hit him. You want to see these. Да, в НГ мы на этом файте не можем парировать, мы можем только уклоняться. У нас нет хука, поэтому когда вот, например, QA заряжает большую молнию, единственное, что мы можем сделать, это в момент, когда он взрывается, доджить. Ну, прям в Dark Souls стиле уворачиваться от атак своим пряным телом. Роля прямо в атаку. Вот. На НГ плюсе можно просто парировать. Можно, босс на самом деле супер легкий. Что в НГ, что в НГ плюсе. Too big to fail. А вот видно, что ХП уже все снесли, но песня еще не дошла. Там что-то будет too big to... Я не слышу музыку на самом деле. Wanna be. А вот все, еще too big to fail. И все, и да. И первый уровень заканчивается. САС. Но без урона прошел, кстати. Do a perfect or a no-hit version of QA 1 mil. So that's going to be important for when we go to the hideout, which is going to be right now, and I'll explain some stuff.
Вот, то, что мы получили без... убили первого босса без получения урона, для Энгарана супер важно, потому что в этой игре есть система in-game ачивментов, и в хайдауте вы можете их обзаличить. И убийство QA1 Мила без получения урона дает нам топ-шестеренки. И дает, по-моему, 20 тысяч шестеренок. So instead, we had to opt for the QA1 mil perfect fight just because we need these extra gears to. We're gonna buy 2 combos and we're gonna buy a reverb upgrade. So. Сейчас будем покупать 2 комбо и апгрейд к реверб-шкале. Echo Splash — это самая сильная атака, это Heavy и Light Heavy. Самая популярная комбо, она супер быстрая, носит дофига урона. Oh yeah. It has really good AoE. It's a little slow at startup, but it does a lot of damage and it one-shots all the weaker enemies. And then, lastly, for the reverb upgrade. Вот, ну и Peppermint обучает нас магазину. Вот, и последнего блока пока с чипами нет, он появится, когда мы встретим Макарона. То есть после третьего уровня. После третьего? О, да, после третьего. А, нет, после второго. После рэки уже можно их поднимать, по-моему. Второй уровень самый долгий в ране. По-моему, порядка 17 минут он занимает. Это дольше, чем Climb. Ну, если ты умеешь играть. Тут вначале есть скип, который мой строк и вообще все почему-то делают. Как по мне, он не так много сейвит, если он не делается с первой попытки. Влезаем в ОБ и проскипываем первый файт. Но сколько требуется его сетапить, не сейвить прям файт. Файт занимает типа 15 секунд от силы. И на сетап требуется порядка 12 секунд. И, как видите, здесь паркур надо делать. Ладно, после файта еще какое-то время замедление идет. То есть 17-18 секунд занимает файт, это сейвит типа 3-4 секунды вот этот весь скип. Поэтому такое не супер гигантское таймсейв. Единственное, это вот здесь можно, не задевая ничего, пропрыгать. Главное не выпустить уровня. И разгружаем локацию и клипаемся внутрь. Супер клево выглядит скипос, сейвит, типа, ничего вообще, буквально почти ничего не сейвит. Если вы фейлите в начале выход в ОП разок, вы сразу теряете время. And then we can stall with a few light attacks and later on the air parry, and then we can reload the entire level. So that's what we got there. Высота прыжка в этой игре как-то странно работает. Я спрашивал у ребят в Дискорде, потому что в самом первом уровне есть прыжок на продакшн знак, и на тот момент туториал туториал скипа учил просто прыгни туда, лол. Вот. И я не мог туда запрыгнуть, мне не хватало высоты при всем желании. Вот. И мне потом сказали, что ощущение, что зависит от каких-то характеристик компа и от FPS, и черт пойми от чего. Может, на 50 FPS лучше, но у меня не дает игра даже 50 FPS поставить. Заряжаем прыжок, dash heavy, прыг, и скипаем целый файт. Здесь супер резёвый скип на самом деле. Будет ли тут камера скип? Я думаю, что нет, потому что это можно потерять кучу времени. Опять же, это скип, который я считаю до текущий момент только на VR есть смысл делать. В остальных случаях он типа не так много сейвит, чтобы убивать свои раны. Вот, это первый файт в ране, где две волны у нас. Целью нашего вот этот как раз вот комба, Heavy Light Heavy, где чай потом большой слам в землю делает.
самая большая, самая мощная комба. Even though there's a whole lot of stuff going on screen, if you know what colors are standing for what, it really helps you optimize your movement and make what combo decisions are necessary to get through the arenas fast. I wonder how many people in chat understood the По-моему, нормальных, really когда шкала вверху заряжается, вы можете делать Special Attack Ready, видите, появляется. По-моему, на текущий момент единственная Special атака у него это, как она называется-то, тот штука, которую вам дает в реале игра с первого уровня. Oh, they're so... I love them so much. They're so good. Yes. They're different every time, so try and see how many you guys can spot during the run. Вот. НГ-ран сложнее, чем НГ+, по понятным причинам, потому что супер, ну, файты дольше, мувмент сложнее, и деньги нужны в начале. To buy everything you need in between levels, and you won't need to use those mid-game vending machines. All right, we're gonna land on the left side here because there's a gunner bot. So gunner bots are probably the most annoying enemies to fight in the game, just because their Да, AI соглашусь, говорят, forces them to run что away from Chai. роботы с пистолетами самые надоедливые противники во всей игре, что их искусственный интеллект заставляет их убегать от вас на противоположную часть арены и ловить их потом. Это боль, Power Core называется этот. You just want to jam out. I know. You just. I'm sure there's a lot of, you know, nice emotes of. We need some jam emotes going. Yeah, yeah. Кэт-джем. Вот, ну и опять же, постоянно, когда мы не деремся, movement мы чейним дэши с дэш-кэнселами. Дэш-кэнселы можно делать разными способами. Ритм я видел у разных людей разный. Я, например, делаю даш-даш, атак-даш, атак-даш, даш-даш, атак-даш, атак-даш. Можно делать даш-даш, атак-даш, даш-даш, атак-даш. Этот файт, если делается оптимально, проходит 22 секунды, потому что тут мобы вылезают по определенному таймингу. Может, даже 21 можно, да. С пауэркордом-то. Я немножко иначе таймлю. Там очень сложно, потому что они когда выпрыгивают, их сначала нельзя... Им нельзя сначала нанести урон. И поэтому, если заранее зарядить... Я постоянно забываю эхослам, вот, то банально в молоко уйдет. Я таймлю по открытию двери. Здесь по пауэркордам быстрее получается. Вот, потому что после того, как вы заканчиваете файт, то есть вы не можете просто взять, накопить кучу шкалы и следующий файт там пронести суперскиллами. То есть против этого в игре механика то, что когда вы заканчиваете файт, весь ваш остаток шкалы, вы получаете бонус-поинты или что там, бонус reverse scale, и всю шкалу в ноль спускает игра. Вот. Единственное, что если вы кого-то добили в тот момент, то с них батарейки прилетают, которые эту шкалу заряжают. Вот. И эти батарейки уже могут прилететь после того, как игра, условно, сожжет вашу шкалу. Вот, и у вас в начале следующего файта будет немножко, то есть такой хедстарт небольшой. Вот, ну и между уровнями периодически батарейки тоже валяются. Между файтами. Хороший файт. Another like reason that was also out of the blue is because like Tango Gameworks is really well known for their horror games. They did like the Evil Within series. Да, это игра, ну говорят, что игра была шаттл дропнута в январе этого года. И типа, эй, у нас новая игра. Вот игра. Это от разрабов Tango Softworks, Tango Studios. Это челы, которые делали Evil Within. Автоскроллер небольшой.
the halfway point of the level is going to be an auto scroller. So again, this would be another good time for a few donations. Absolutely. We've got a $100 donation from PB Junkie that says had to donate during one of, if not the best, собирают hack-and-slash деньги games на... to come out in the last 10 years. Thank you everyone for doing Ну, what понятно, you что do. до charity, но текущий We've also got a $15 инцентив, donation битвар, from точнее, Let это Local ловить Llama, или не ловить saying Корсику. absolutely had to Побеждает donate during ловить. Ловить Hi-Fi Корсику, Rush. Fantastic game. насколько я I'm могу excited to судить, see absolutely demolished. медленнее на пол-секунду. We've also got a $50 Половину секунды donation или from Sam секунду, the потому что там Man диалог that чуть дольше says, у нее, чем Hi-Fi Rush иначе is easily my favorite game Макарон of the говорит с вами. last several years, so I had to donate Я during the перестал run. ловить. Can I get the Да, crowd он to cheer along? 71% внизу видно, чтобы поймать Корсику. Chai! Chai! Насколько я знаю, по канону Чай Корсику не ловит. Thank you! Thank you! Ну ладно, переходим во вторую часть второго уровня. Меняется трек. Alright, so С now that we're going to Production be auto Distraction scroller, на... we're going to be introduced to a new как он mechanic for называется? fights and platforming that are Some going to be people, very important. some people call it teamwork. So it turns out Peppermint's not just a voice in your ear. Peppermint can do things too, and those things involve guns. So this blue wall here. Королевские сейвы в ране на 2 часа, да, я знаю. Вот, теперь появляется механика, что мы теперь можем призывать Peppermint, и она может стрелять. Это используется как в обычном траверсинге уровней, так и в файтах. После того, как вы ее используете, вызываете, какое-то время она становится недоступна. Шкала уходит в восстановление и потом восстанавливается, и вы ее можете опять вызывать. Вот здесь можно не делать первый делать выстрел, можно не делать. Заряжаем Storage Jump и прыгаем. Второй нужно зарядить. Being able to get that extra height and that extra distance with that jump is huge in these platforming sections. Yeah. It doesn't seem like a lot, but a lot of this game is like built for you to be like barely missing здесь every single ledge, and that CGS just kind of like closes that gap really well. Just big shout outs to Vandalay for labeling everything. And also copyrighting the letter V in this world. Yes. Ну вот теперь эти противники начнут ставить щиты, ну и там потом другие противники щитами появятся. И, соответственно, чтобы их ломать, надо вызывать Peppermint. Well, it's important to note, canonically speaking, Chai does not know how to play guitar. Yes. This must be said out loud. But he does want to be a rock star. That is a very key part of his personality. Like me. Just like me. Важно сказать, что да, канонически Чай не знает, как играть на гитаре. И учится только уже после окончания игры. Он такой может научиться играть. I thoroughly enjoy how the game is listening in, because we're talking about Chai not knowing how to play, and then the next thing you know, just 808 doing the air guitar. Yeah. 808 is a better guitar player than Chai, I'll say it. Спойлеры, о нет. And that's another achievement. If you're an achievement hunter, this game is really for you, because not only does the game actively encourage you to get achievements, there's so many little details that you can just really dive in and immerse yourself in. Yeah. There's also a lot of new game plus content. Like a lot of games Касательно ачивмент-хантинга в этой игре, я скажу, что в большинстве своем эта игра крайне хороша в этом плане. То есть очень много мелких всяких ачивок и испытаний. Проблема в том, что на все ачивки надо пройти игру на всех сложностях, на S-ранг все уровни. И это типа, камон, почему нельзя просто засчитать, если прошел на самой высокой, все остальные? Зачем? Зачем? Вот зачем игра? Это трата времени игрока называется. Вот, ну и нету возможности драться с боссами, поэтому все ачивки на перфект убийство боссов, например, ну, кроме Мимоса и Кейла, у которых, по сути, свой уровень, как босс-файт. Вот, например, Река, QA1 Mill и Рокфорд. Делать их файты, ну, можно, типа, в Тауэре делать, но тут еще дойти надо. For a game full of robots, Tango really went out of their way to give so much personality to so many of the characters. The receptionist bot is personally one of my favorite. It's one of my favorite. Just the monotone. Yeah, Lucille. The 9 to 5. Beloved. Yes. Shout outs to you, Lucille.
Вот. Сейчас посмотрим, будет на самом деле делать скип последнего файта. So first off, you can just pre-aim Peppermint at these little pipes, because this is where the valve is going to be. So shoot. Говорят, как будто бы будет делать скип, может без фотомода будет версию делать. This is going to be our second instance and our last instance of using the photo mode photo mode movement. Да, говорят про фотомод, значит, будет делать. Но это уважаемо, конечно. Вот здесь очень легко выпрыгнуть в ОБ. То есть это такой один из тех скипов, которые потенциально могут пофиксить, потому что в это ОБ реально очень просто вылезти. Проблема в том, что далеко не уйти без как бы storage джампов здесь. Видите, он их постоянно заряжает. Постоянно, когда вы видите, что он около какого-то края что-то елозится, что-то вперед-назад, это он сетапит storage jump. Вот, обжимаем стенку, здесь просто спамим прыжок в определенном ритме, и чай выпрыгивает до самого верха. Файт, опять же, недолгий, в НГ он подольше, соглашусь, поэтому в НГ от этого скипа выхлопа точно побольше будет, чем в НГ плюсе. Вот. Стапим, потому что там в конце невидимая стена перед файтом Реки. Выгружаем локацию. Окей, без проблем. Если бы что-то пошло не так, то чай бы просто провалился под уровень, и мы бы вернулись на прошлый чекпоинт. Ну, это сейвит в НГ, ну, секунд 20 по меньшей мере должно сейвить с первой попытки. Вот и Река, второй босс. Опять автоскроллер. И в отличие от первого босса, как я уже говорил, здесь куда заметнее факт, что ХП, ну, как бы уже кончилось, а файт еще продолжается и не думает заканчиваться, в смысле фаза файта. Все, ХП у нее уже нет, вот, а слушаем теперь. During this fight, Moist is also going to be trying to get a couple of those achievements done for the Wall of Fame. Одна из ачивок, которую здесь можно сделать, если не получается Perfect, это 50 комба. 50 хит-комбо на Реке. И, в принципе, есть ачивки на 50 хит-комбо и 100 хит-комбо. Вот, и он как раз... А не сбросилась. Но игра сбросит сейчас. 90 комбо было, но игра сбросила переходом во вторую фазу. Alright, so Rekka now has an electric phase. So we're going to do use the iframes in the power core there in order to hit her through it, get a bit of damage. And at the very most, we can get 150 hit combo. This phase is very consistent. And you can just build enough meter for the next and the last two phases, which are all both condensed into one. I want to give a big shout out to Glass Pyramids, who's the house band for Tango Gameworks, because they crushed it. This song in particular is probably my favorite original song in the entire game. Там из комментаторов говорит, что это, наверное, мой любимый трек. Я очень люблю этот босс-файт из-за этого трека, потому что трек офигенный. Вот, даже если как бы в плане геймплея босс-файт с Рекой на НГ+, не очень интересный. Он небольшая секция с воротами. Вау-вау. Сейчас она будет с трубами делать новые мувы. 3 раза лапает по земле, потом кидает их, они крутятся вокруг. Вот. И также у Реки появляется граб, и граб — это атака, единственная атака, которую вы прям точно не хотите, чтобы она вас задела, потому что если вас задевает грабом, то это катсцена на что-то 12-15 секунд. Вот, потому что если фаза как бы можно будет закончить фазу к тому времени, как она, по-моему, еще типа пол хп в начале игры сносит эта атака. It's hype as all get out. Don't get me wrong. Oh, she was doing good there too, but we canceled it. We just, for the purposes of the speed run, we don't want to get milestone driver. Luckily, it's you see it coming about a mile away. Здесь у нее в 4-й фазе появляются новые электрические атаки. Теперь она может с трубами крутиться под электричеством. Также она щит начнет на себя поднимать.
we just need to wait for her to use this shield. This shield takes 2 calls for Peppermint, so it's not that Иногда big. она не We should be ставит able щит по to какой-то причине. defeat У меня the было Viper пару раз. before Но the threshold. все остальные разы probably. она вот регулярно ставит, вот просто из электрической фазы переходит сразу в щит. За счет чего, я не знаю. То есть определенный рандом, как у Рокфорта есть рандом, где он может не прыгнуть в золото в последней фазе. Где у Кейла есть рандом, где он может делать единственную дужную атаку во второй фазе и так далее. I was a little scared there because she actually went for a second charge, but luckily I just had enough meter to do another super. Но это не перфект файт был, там куча ударов по лицу прилетела, к сожалению. Но комбы нафармил он довольно много. 17-23, найс. I wasn't able to get the 3 100 combos, but that's fine. So I should be able to have enough for what I want. Сейчас, по-моему, появляется возможность пользоваться чипами, 41K, если я правильно помню, как работает НГ. Но сейчас мы узнаем, потому что Пепперминт все равно заставит поговорить с ней, чтобы она нам рассказала про эту механику. Также на стене у нее появился вот этот плакат. И это плакат с граффити. Когда находите все граффити, то на базе появляется робот-художник и рисует банан на земле. Банана чая. It's a very important plot point coming down the road. Yes. Which, I don't know if you want to go into detail over the plot we just skipped at the end of the Rekka fight. Yeah, so after we got Rekka's security key, it turns out Chai accidentally по умолчанию нас заставляют купить на речардж Peppermint, апгрейд. And essentially what happens is we meet all of them, we get a kind of a feel for their personalities and who they are. But right now we're going to be going after the head of research and Изучаем development, which is бэкстеп, Hanzo, who is после definitely чтобы not a прыжка jojo. можно было перепрыгнуть. Not even close. Бэкстеп позволяет, He's gonna be the магнетик next бэкстеп baddie that we're gonna be позволяет going после того, как after, вы граплитесь к they're gonna have to, противнику, find нажать through basically граппл the еще раз, и R&D вы that перепрыгнете за we all спину, have и to be one of the противники best вас bosses теряют. to work for. Против противников с щитами это будет супер важно. Третий босс, скажем так, ну, потому что вообще, типа, по сюжету мы деремся со всеми главами Бандалей, потому что Пепперминт говорит, эй, тут у них какой-то секретный проект под кучей секретности, и говорят, что это, мой источник говорит, что это проект по майнд-контролу. Вот, поэтому нам надо его обезвредить. Ой, нифига себе. Выходим в небольшое... Ну, не то чтобы ОБ, просто скипаем первый файт, потому что первый файт содержит катсцену нескипаемую. Сам файт-то короткий, вот, а вот катсцена дольше, чем файт. That's why we play at 50. Yeah, and this was actually like originally when this game came out, it was looking almost glitchless. Like we found like a couple of things, but nothing too big. This was like the first level where like we really started finding a lot of really big tricks in skips. And also shout out to a lot Говорят, of что это the glitch первый hunters. уровень, где прям начали находить I скипы. remember the first day that this came out, when the Discord was active, we found a video on YouTube that was in the beginning level saying, "Hey, we went out of bounds," and we don't use that anymore, but that was a way to get us saying, oh, we can actually do things. That was a good fight. That was Да. insane. В самом первом уровне было ОП, Yeah. которое зафиксили. Очень хороший файт был. 12 секунд, это супер хорошо. Очень сложный файт. Здесь небольшой скипчик есть, чтобы скипнуть немножко перед ходьбы и сцены. Найс. Сцена очень короткая, но если это сделать, сейвит. Говорят, 5-8 секунд, нет, не 5-8 секунд, это типа 3-5 секунд от силы. Сейчас более сложный скип. Прыгаем на grapple point, и теперь нам надо на прыгающую скалу попасть, немножко поресетить. Да, пересетнули свою высоту и перепрыгнули третий, четвертый файт. Вот. После того, как мы приземлились, нам важно было вдоль забора обойти в бок, потому что иначе нас бы засосало в файт. They changed some of the platforming properties on some of the objects. So we had an older and like simpler skip, which was known as Bytes Rock, one of our moderators in the Discord and for speedruns.com. But yeah, we used to go onto a rock and we could get to that part where the fence is easier. Да, я объясняю, что раньше был скип,
который назывался So we had Bites to Rock. focus on Но его, dashing. But ever его since that update, зафиксили. we had to go for the slower route, which is the grapple section. But we found a setup for it still, so it ended up working out in our favor. Технически мы можем даунпатчить игру и бранить на старых So like you патчах, said, но Zanzo's totally not a JoJo's, right? Totally not. Nope. No. There's Занзо — это by the абсолютно way. не Джоджи референс. The best. Совсем нет. Next to Cinnamon. Next. Yeah. Yes. And 808, of course. Oh yeah, and 808. Yes. Well, Yes. You know, I stopped thinking about 808. Но as a пока robot. ран супер хорошо идет. I don't know if Посмотрим. that's just me. Сложные скипы еще впереди. Well, that actually kind of makes sense because in the very beginning, you know, Здесь мы Chai можем, does на самом end деле, up проскипать очень grabbing много, 808, но and that нам does kind of нужно awake выучить a Перри. sentient being within Поэтому 808 приходится as a идти в character. первую, So that's kind of the also первый 808 тест-чембер, gives you that connection, and that's how где игра учит 808 нас connects to Chai парированию. through the actual metronome. So there's actually a plot version as to why that all happens. This is a very important moment in the game, and I want to give a shout out to Wooly out there because we're about to learn how to parry the world. It's time to unlock the parry. Best ability in the entire game. By far. That's also mandatory for this run. После этого уровня нам Yeah, понадобится so, for выучить context новый for why I скилл, said that is 'cause you can actually skip this room with some связанный с Перри. CGSs. However, if you complete the level without going through this one room in particular, you do not have access to the parry even if you complete this. And that means you will soft lock yourself at track 5 because there's going to be you see the bots here earlier, but they're going to do these like little Парирование parries, пятый and so we уровень just have to становится parry a few непроходимым, times, but, потому что вот сейчас just после kinda, туториала Simon будут says, sort of роботы, thing. And that которые also applies to показывают rhythm порядок parries, режим which, парирования, will show up и later. мы их уже We're не gonna можем skip пройти. Ну и test там room 2 потом and 3 and hopefully not босс-файт с mess it up, Корсикой but непроходимой становится и так далее. Но как бы вы до него даже не somewhere along this дойдете. line. So that's only one, but some of these rhythm parries can go up to, it goes from like 2 to essentially like 10 sets of like parries or attacks. So yeah, it With gets different timings crazy. as well. They're consistent, but they're also slow. Yeah. Yeah. And honestly, even if you could like get through the game without the parry, you wouldn't want to because No. it saves a lot of time in Yeah. battles. I do want to be at a console Парирование where we и can в still throw бою, giant, и like LED в уровнях signs сейвит saying, очень "Nice, много good времени. job." Yeah. За счет механики, о которой мы еще поговорим в следующем уровне. Потому что я почти So now we're уверен, just что gonna он wait for будет the делать sentry скип. drone to tell us how to Но parry. тем не менее, And yes, parrying is on the beat. So if you can see it, you can line it up with the beat. And you в can also НГ hear it скип and в line it up C6 that way. в третьем уровне очень сложный. C6 это последний, предпоследний файт. C6 или C5? C5. Again, music theory, one of the biggest enemies of Yes, Hi Rush. yes. As somebody who doesn't play an instrument, I still don't get that, but I just know that. Again, this game is made for people who like don't Сейчас know music будем theory, второй so, like, проходить. it teaches you Второй very тест-чембер well, нам уже заходить не обязательно. how to, Там like, более, там парировать, parry как stuff. парировать врагов, но Yeah, парировать мы joking уже a lot, but умеем, now it's time to а get это a все, little что важно. serious. Выходим Yeah, в so ОБ this с помощью storage This джампов. is the Здесь довольно most на тоненького dangerous ОБ. outbounds in this run. I can save myself Жестко, from жестко. falling, but you'll understand why I'm really worried here. Но This самая is one of сложная the- часть будет well, this was сейчас. the original run killer when this was first discovered by Evergloomy. So we need to go here. Я даже не помню, Alright, so как that black точно выглядит square, этот that's раут, a spectacle, но that's здесь post-game нужно content. We're not gonna activate it. Instead, we're gonna jump on top of Нужно it. вокруг We're gonna reset our пропрыгать на jump стену. using our air heavy. Мы глайдим по этой поверхности, поэтому можем CGS просто here. сделать heavy даун и получаем прыжок постоянно. Not Здесь too- опять нам нужно. Мы по сути в ООБ, но нам надо из ООБ выйти чуть подальше в ООБ. В НГ плюсе можно просто Alright, that's only part one. запарить Okay, it's not джампить, done, it's not но done. поскольку у нас парирование только появилось, и магазинов рядом нету, мы не можем Right. выучить парри джамп. Для парри джампа нам нужно парирование в воздухе. Okay, and then Поэтому one приходится more делать second. вот This этот is the весь most dangerous movement. part. So we're gonna walk over И это here, вот вся эта align секция, Chai's это head with the супер mouse in сложный, the супер background. сложный трюк. Okay, this is really scary. Okay. I Здесь might нужен try определенный this лайнап. angle. Okay. So we're gonna walk until we see two black lines thicken right there. Okay, try. And then we're aiming Chai's left. Волшебные leg, сетапы not in в the background. 3D Space за счет полосочек. Нам нужно прыгнуть fine, I вокруг saved it, текстуры. so- Окей, but не we're looking упали, for an не упали. invisible corner to Сейв, refresh сейв, our сейв jump. был. You can now Отлично. see- if I Потому что fall мы there, могли I просто have to упасть jump, do a вниз, double и все. reload, and that И will be загружаем fine, as long as they don't mess чекпоинт up. опять. И опять выходим в ОБ и по новой. Okay. Maybe a little. Okay, that's fine, that's fine. It's worth Okay, pointing out okay. that all of this is still much, much, much faster than playing Test Chamber 2 and Yes. 3.
Да, тест-чембер 2 и 3 занимают довольно много времени, но второй тест-чембер очень просто скипнуть, то есть в начале, где он вышел в ООП, он мог просто там же спуститься, и он бы скипнул второй тест-чембер, но вот третий тест-чембер, он занимает что-то 2 минуты, или типа того, со всеми катсценами. И это прям боль. Да, теперь уже, по сути, может, не так уж прям, чтоб сейвил время, если бы он... Вот, но покуда он не зафейлит скип целиком, то все будет отлично, на самом деле. Трюк очень сложный. То есть это вот одна из тех вещей, которые я сначала смотрел, такой, типа, и это надо делать в ране, типа, ну нафиг. One of the issues with like trying to line things up with Chai, unfortunately, is that this is a very active game, so there's a lot of movement. So Chai is like always moving, always doing something with his animation. Да, Чай постоянно немножко трясется, немножко сложно занапить. Ну вот сейчас, давай. О, нет. Все, он Т2 скипнет и сделает Т3. А, тест-чембер 3 сделает. Тест-чембер надо. Хотя мог бы еще раз попробовать. На удачу-то, чё уж там. Обидно, накладно, да ладно. Ну сейчас покажет скип второй. Скип второго тест-чембера супер везёвый. Ну, за исключением того, что надо ходить по тоненькой стенке. И направо идем, и просто проваливаемся обратно в инбаунс. Супер изи. I love the music puns. Keep the music puns coming, but well, it's important to know that Corsica. In the game, the characters all hate puns. It's except Chai. Except Chai loves puns. Yeah. So more puns. We've got a whole bunch of puns if you're looking for them. Да не, все, почему-то комментаторы сказали, что все в игре ненавидят пансы. Я не знаю, как панс перевести, шутёхи на игре слов заигранные. По-моему, все, кроме Пепперминт и Корсики, любят их. Вот долгий файт. Тест-чембер 3, то есть это просто, по сути, большой клэш. По логу мы такие туда пришли, у Замбу не работают камеры. То нам надо его ключ отобрать. Вот, потом мы камеры настроили, он такой, да, кто тут у нас? Ну-ка, мы тебе сейчас наваляем. Каламбуры, спасибо, отличное слово. Панс супер короче, конечно, чем каламбуры, но... Вообще шуток в игре супер дофига, вот именно шуток различных. Типа, диалоги офигенные. По-моему, после роботов еще один вейв врагов. Или чел с мечом. Они в следующем уровне появляются. Ой, пропустил Перри. А, да, вот Брутал еще появляется, да. Ну, короче, есть что скипать. Вот, но суть в том, что большинство скипов в этой игре скипают именно типа 1-2 файта. То есть, по сути, если вы их не делаете, вы теряете по сравнению там, с VR, ну, 30-40 секунд в среднем за файт, если вы делаете файты оптимально. Вот, но это один из тех файтов, который как бы, ну, долгий. Вот, но если вы не любите делать скипы, можете делать какой-нибудь самая высшая сложность все файты. Например, там есть такая категория. И очередной туториал. Его даже не скипнуть. Хоть есть с этого момента в игре начинают появляться типа сильные противники, у которых там большая шкала стаггера и так далее. И они также переходят в режим рейджа, где они затягивают вас в QTE. И обычно их можно убить до того, как они это делают, если нанести достаточно урона или там по определенным способам их застагивать. Вот этого конкретного Брутала нельзя, потому что туториал должен проиграться. So we know what we were talking about earlier, how this kind of has like a Saturday morning vibes. It's got a lot of a comic style vibe to it as well when you get to those
И если бы вот мы все скипнули, где у него не получилось, мы бы как раз клипнулись вот за вот эту дверь, в которую мы сейчас идем. All right, so coming up, this is the last course, and this is going to introduce us to the motorcycle enemy, which we would have fought in course 3. So these enemies are really annoying, as they are really fast, but we can use magnet backstab. Появляется So this is why we got this мотоцикл, но upgrade. So if you do the backstab on an enemy, в ране it их не will очень stagger them много. for a set amount of time. Проблема этих врагов как таковых в том, что они ставят We can prevent зонтик, the который motorcycle дает from moving щит further всем and just kill it противникам, и with надо ломать a few зонтик hits или and убивать super. мотоцикл. All right, so this is Файт technically хороший. the end of the track. However, there's going to И be a технический scripted конец файта. fight here. Сейчас появится скриптованный моб. В NG плюсе его можно убить, но это все равно медленнее, чем провалить его. Причем, если вы убиваете в NG плюсе, там диалог идет типа «Ты нарушил определенный континуум». И там такой Синнамон говорит, этот робот появится сейчас в следующей катсцене. Такой типа ставлю правильную катсцену. И типа часть все равно получает по лицу. Hey, Well, You're supposed to be doing damage, you know. Бонг. Wait for it. Блор Chad. будет. Floor. I want to see chat just spam Blore. Let's go. We need Let's some go. floor. so that's that level. I would have liked to skip course 5, but it's just an unfortunate reality. So I'm sorry I couldn't get it this run. Maybe we can get it some other time. I don't know. Thankfully, we meet the best characters, so We do meet the best that's the characters. important thing. We meet Macaron, the best partner ability, and we meet Cinnamon, who is just the best robot ever. And I will not be hearing any more debate or discussion on the matter. It is Cinnamon, the end. Yeah. Всё, теперь магазином заведует Макарон вместо Пеппермента. Пеппермент теперь заведует фиг знает, чем она заведует. Вот, но по сути Макарон это бывший РНД-директор, глава РНД в Вандалей. До того, как бы Кейл стал главой Вандалей вместо своей матери, и до того, как Занзу стал новой главой РНД под Кейлом. Вот, ну и его, короче, просто выпнули, по сути. Вот, и он немножко злобу затаил и начал копать под, типа, а чё меня выгнали-то? Вот, и накопал там всяких интересных вещей на то, что вот какая-то секретная разработка туда-сюда. AirParry изучили, супер важно. Сейчас расскажем, почему. Тренировка называется. Да, точнее. Да, я сразу объясню. В этой игре есть такая механика, не запатчена, она работает на любом FPS, просто таймить надо уметь ее. Если вы в воздухе, когда у вас есть второй прыжок, то есть вы подпрыгнули, например, но у вас еще второй остался. Если вы будете в определенном ритме одновременно, вот именно frame perfect, нажимать прыжок и парри, то вы будете получать чуть-чуть высоты. Чем меньше FPS, тем больше высоты. Игра позволяет нам выставить только 30, как минимум, поэтому будем выставлять именно 30 для этого. Но если вы как бы не попадаете в ритм или мисматчите какое-то расстояние между нажатием фреймов есть, типа вы нажали прыжок чуть раньше или парри чуть раньше, то вы дропаете второй прыжок, и вы просто начинаете падать. И разрешили просто на уровне ремаппинга, то есть в Steam, допустим, если контроллер сеттинги открыть, там можно наремапить на одну кнопку 2 действия. И это просто разрешили, потому что технически, что я, например, делал, я использовал ластик, и у меня на E и на R на клавиатуре было сначала назначено эти обе кнопки. Я просто ластиком на обе кнопки нажимал в ритм. Результат тот же, менее удобно, конечно, вот. Но технически как бы это все возможно, и на этой основе разрешили ремапить это все на одну кнопку. So this is gonna look really stupid and really boring, but basically, as long as you press jump and за какой-то extended C4 skip. А в чем extended skip? My commentators saw this a little bit, but we've been doing the track 4 originally, but I'm really determined to make up that lost time from missing track 3. So what you see me doing right now, I'm just gonna keep air parrying, and I'm gonna keep moving forward, and I'm gonna reach this part, which is originally in track 3. So the way this skip works. Я уже объяснил, что он делает, по сути. Важно попадать в определенный ритм. Если вы мажете ритм, вы теряете ваш второй воздушный прыжок, и вы просто падаете.
The one thing also that's important to note is I have to maintain my double jump. If I lose my double jump, I will not rise in the air. But if I do this Как он может correctly, I will говорить во save время around этого, 9 я не minutes. знаю. You heard that right. То есть он изначально не планировал So это while I'm doing делать. this, because I'm going to do this set of air parries, and there's going to be one more. So right now would be a great time for donations. Absolutely. Let's give some Вот, love два to the сета 808 air-parry. train that's been going on that was called by Doc over Ритм there. немножко, он We've что-то got как-то очень быстро. $8.08 Раз, from два, 808 три. saying Dono for best robo. Как немножко 808. быстро We have нажимает, он 808 не from успевает высоту Anonymous, набрать, мне no кажется, очень comment. долго We have перелетал яму. 808 from Bob Но, в from общем, в целом, IT первую saying яму much перелетел, love первый from air-parry Discord, готов. chef. Здесь два вертикальных, Thanks, потом chef. два падаем. Thanks, Падать намного проще, чем подниматься. Shall I keep going? Yes, you can. All right. We've got $8.08 from Buzz Всё. Mars saying И 808 вылезаем to save Corsica. в очередное ОБ. 808 from 808 Best Cat going choo-choo. Ну, здесь хорошо ритм идет. We've got 808 То есть from можно Anonymous видеть, как saying мы 808 чуть-чуть is the получаем best, but высоты. let's keep Corsica and rhythm from dropping. And then finally, from the current train, which will stop at this stop here, is Rukazi, 808, saying 808 train, Hi-Fi Rush is the game that surprised me the most this year. Что он быстро спамит, что быстрее можно спамить, чем я спамлю, надо поправить немножко. This day. I definitely have to play it again after today. This goes to dropping Corsica, as I was too nice during my Я playthrough. делаю раз, два, три. Did you get it? Раз, два, I три. Он did, делает except раз, it's два, not три. over. Раз, два. Okay. Чуть-чуть быстрее делать, чем я обычно Only our делаю. applause. All right, То есть one more опасно. donation. Там есть... Я как бы Alright, более happy to слепово do играю. so. У меня довольно We've большой also got промежуток a между каждым $25 пэри. Здесь очень важно donation держать from камеру Bunny that's под saying, углом, "Hi, смотреть на жопу it looks чая, like you're in a потому что иначе rush. уровень I heard заделодится, there's и мы a просто defect провалимся. on the loose. I sure hope you Так, hope you сейчас have enough главное, вот coffee to catch вниз it. он I долго hope it's может, strong если coffee, смотреть, not то decaf. уровень заделодится. All right, and now this А is что gonna be Дэш-то the first вперед не instance. сделал? So Ну ладно. right now I'm doing Это the air легкая parries to часть. stall my То есть мы momentum, просто and идем, so просто держим coming in a bit, вперед, you see these и lights. This was a very каждое open section несколько of the level, so give me a minute to каждые make this a несколько little safe, 'cause I need to land on this битов просто ceiling. нажимаем пэри. Okay, so that's the first part. It's not over. Вот, и еще одна часть Going осталась. forward, so we're По going сути, back all the самая way to the сложная часть university скипа уже entrance, so сделана. where we slammed То our есть все, что heads to the осталось, это wall. довольно просто. Там, чтобы наруинить, это Okay. надо очень постараться. So again, we're just holding Это forward, все just в gonna keep темноту, air и кажется, parrying что the stall немножко a little сложно, bit. рандомно, но тут на самом деле супер In a прямые линии. little bit more И time. покуда ты можешь сделать подъемы, сделать спуски супер легко. То есть спуски это вообще This is изейшая the runaway часть. section. I just need to И position myself so эта I часть, которую land. мы летим, When I это land on после the всего pillar, then I уровня should be fine. I'm gonna take идет this автоскроллер, где вы там save. We're good, с okay. So this друзьями part's fine, so убегаете. now we're gonna run on this rail, Все, главное не упасть теперь с go over уровня. here, do a CGS. Missed it. Я CGS здесь... Здесь все сетапят CGS, я не понимаю зачем. Потому что можно прыгнуть и просто типа немножко посталить прыжок парированиями. По-моему, быстрее получается, чем Up сетапить here. Storage Jump. Ну ладно. Jump on this platform. I have to mention, there's a lot of invisible ground below me, so if I Да, fall, части then земли this здесь will all нету. be for naught. Поэтому But we're almost done. нужно... Run Он уже right, в самом конце run straight, не может заруинить уже здесь. double jump on this Ну, в смысле, rock. может, но... That's it, that's us. Окей. Он технически еще может упасть. Он технически еще может I упасть. cannot emphasize how hard that was. That was amazing. And I would also like to emphasize, Moist Rock Учитывая, did not сколько он practice. говорил, это No, очень круто. Все, that was- больше не может That was заходить. not we. Закрываем man. prediction. First try это был. Мужчина, абсолютный Yeah, we мужчина. had more applause for that. I gotta make up that lost time somehow, and I'm just glad I can just do it on the fly. So, right now, there's gonna be a really weird kind of glitch that happens because we're in the intro music. So now it's playing Да, the и теперь wrong track, музыки and не then you'll будет до hear in конца just a уровня. bit, the music just turns off. Yeah, also, that just completely skipped so much Oh, that was yeah, going yeah. on. We don't get to fight accounting anymore. We don't get a fight No. counting. All that budget that was going to get wasted on the alternate reality things, now Zonzo can donate it to GDQ, hopefully. So what Yeah, you're telling yeah. me is that the metaverse got canceled. Yeah. Okay, good. Exactly. So, So what I'm hearing is that the budget that was going to go for the AR stuff that was normally in here needs to go We can over keep it here. coming. Yeah, Yes. yes. So Zonzo, Chat? we're gonna need in the that. form of those 808 donation train. Yes. Yeah. Specifically to drop Corsica. Yeah. Fantastic job. Yes, Fantastic Moist Rock, That it was, cannot be emphasized. That was Yeah. well done. Yes. So there's a bunch of there's supposed to be like a huge outro going on. Basically in the story, we defeat Zonzo by destroying his entire budget. He gets fired,
and we Да, run по into сути, мы KO уже and победили Korska. Занза, потому что They вообще attack вся us суть with the rest of 4-го the уровня group, в том, что and Chai heroically появляется says, "I'm gonna механика, lead где them away вы from you guys, so тратите everyone бюджет else can Занза за escape." счет того, So что right вы now we are trying to get заставляете away его from тратить больше и Korska's больше security, денег and KO is the head of Vanderbilt. So right now there's a как little это, bit more of the magnet thing. So this не will be the artificial like reality, last set. не It's a виртуальная little реальность, long, ну, короче, типа and of course it's just an прокачанная виртуальная autoscroller. реальность. So Вот, и он туда вливает кучу there we бабла, go. в итоге у Well, него, being вы когда до being него read off доходите a до few more его donations, комнаты, и that'd он be там great. типа собирает большого All aboard робота, back onto the он 808 такой train, типа everybody. We've собрал got an робота, и $8 типа and 8 cent начнется босс-файт, а donation нет, from у него кончились деньги, и робот не запускается, CNMN и that все. says, И Mr. Занза Moistrock уволен. is a very talented and cool И вы speedrunner. получаете I его shall ключ. donate to Теперь мы хотим save получить все Lady ключи, чтобы Korska. подключить Mr. Chai is quite slow, so he will спектру. drop her otherwise. Это искусственный интеллект There we для go. So 8 майнд-контрола. minute. 7.53, кстати, нормально, That нормально, очень is солидно. a 10-minute save. Augmented reality. Augmented Alright, and I reality. think I probably have. I'm gonna do this for safety because I feel like I do not have. Oh, I only have 6K. Okay, that's gonna be a little rough. All right, that should be fine. So the main set of upgrades we're gonna go are for partner upgrades. So attacks. So we Апгрейды. want kick shot, gravity well, Что для Peppermint, love tap, Gravity Well, Love Tap, double base. Okay, We're good. Double and I Base. think that should be our last Вроде set на of всё upgrades for the хватили. rest of the run. Also, as you can see, we got out Всё, of that больше last там stage ничего не pretty надо okay. You know, he was покупать. back at the hideout. Yeah, There was, I mean, Yeah, nothing bad happened, nothing right? bad, of course. yeah, he's just А chilling. зачем Yeah. Oh, для oh, Peppermint wait, апгрейд? I guess Um, not chilling with the group. Also, we По are сути, в still конце facing the нас pressure on the поймали, и run. там Korska's the head of возвращение security of Vanderbilt, в базу, and is это very good просто at her job. учая Yeah, Very so good. снится every ему. other head of the company has had their password on like a data disk that we've been collecting. Вот, Korska is и different. We теперь нам actually, мы she doesn't have one. She's a very security conscious person 'cause she's крыля. in security. So Здесь we задеваем actually need to чекпоинт, find a и different way можно to get не her делать password. But it turns паркур, out she небольшой captured скипчик. Chai, and thankfully 808 was able to get us out of there. Because So, again, best cat. yeah, best cat in the game. Yeah. And, or anywhere really. Yeah. Moistrock, did you switch your frames for a second back? Yeah, Okay, I just making sure. the Okay. D. Yep. So that's going to be our next story focus. Is we're going to be trying to get the password from Korska while we're here. In order Также to do хочу that, though, we need to себе perform some пукающую IT. нотами кошку, как говорится. Трек 5 такой чиловый трек, на самом деле, 5-й уровень. Здесь нужно починить. Мы в первом security крыле, и мы ищем путь к Корсике, потому что нам нужен ее ключ. You look like a robot, yeah. Но лифт не работает, потому что что-то сломалось, и вот роботы нам говорят, тут у нас security ноды поломались, пойди почини, что происходит, чтобы заработал лифт. Естественно, надо починить 3 security нода. Скипа здесь, к сожалению, какого-то большого нету. Было бы очень хорошо, не знаю, возможен ли скип в последний файт даже теоретически, пока его нет. Очень гадкий файт. Вот, и Gravity Well полезная штука от Макарона, где он просто фризит всех врагов. You can't just press and then switch to Peppermint, otherwise we're just be wasting time and potential damage. And this is a Samurai bot. The Samurai bot has the longest rhythm parry in the game, and we're trying to avoid it. So we're gonna call Peppermint, just trigger the second phase. Alright. Да. Самурай-боты и побеждают самым долгим enrage парри. Also, I love how the hilts of the swords and the samurai have the V on them. Затаймил, Yeah, затаймил. that's it. На НГ очень сложный That's really тайминг good. That is этих actually a файтов. pretty decent time save every time we hit that. Yeah. Because otherwise we can parry Потому things, что we have to do a parry enrage thing, and it's у like 5 or самурая 6 занимает of что-то them, порядка it's really 15 long, so, секунд. yeah. And it's not То only есть that, сначала он как like бы the долго Samurai ставит bot мечи, has a lot of, like, потом он cinematics to it, читает so хокку, as и soon as you go потом into rhythm parry, само it по goes себе into, like, this парирование, height, это like, чейн some типа из height that gets 9, red and пам, something, пам, but again, that пам, just takes пам, way too пам, much time. So пам, из 7 атак. ideally, we always want to skip Очень that. долго. So we're about to perform some Порядка IT, 15 and we're секунд gonna вы fix теряете, если он things вас the way you ловит normally в fix паре. things by shooting them. Oh, I thought you Паре had to turn them off комбо. and turning them on Может, again. заметим. Well, That works too. with guns. Yeah. Oh, yeah, With yeah, guns. yeah, okay. В НГ плюсе это сильно Shout out проще, to потому Tech, что by там the way. This is есть basically what they're doing in the гитар-райд, background, behind the scenes, который everything runs просто smoothly. отключает Tech for искусственный shooting интеллект the врагов fake на время factories. своего We never действия. run a lot of И вы guns, просто yeah, можете by the way, вынести 'cause им they все run a хп, lot of они в work. enrage не впадают. Разрешено использовать сингл-ки And now we get to go back to the central hub. сингл-ки Also, I should have mentioned this earlier, but a lot QTE-шки. of the really fun, interesting things that go on about this
Это одна из фичей, как это называется-то? У меня слова из головы вытекают, короче. Одна из фичей игры для людей с ограниченными возможностями в чем-либо. It's important to note that all of these parry sections are scripted. Like, we know exactly what they're going to be. They're always the same. So you can just, once you play the game enough times, it kind of just falls back into Accessibility options, вот как это называется. And so now we get a choice. We can go either route 1 or route 3. Вот, и сингл-ки не запрещен, по-моему. Запрещен автоки, который за тебя протыкивает все. Опс, упали. We can take it. Has that happened before? No. I mean, because the thing is, Wait. Does that mean you get to say the thing? Oh, that has never happened before. Ой, ненавижу этот файт. Здесь очень много стреляющих роботов. Наконец-то теперь это ГДК ран, потому что произошел момент, который никогда не случался. Он там упал с арены случайно. So both of the nodes routes here have sort of a pattern of some platforming, an arena or two, and then a sort of a node room where you have to use one of your partners to do. Again, we're all working on this together. It's an event. We're all coming together. Everyone pitches in, so each partner gets a chance to do some IT work of their own. Он в другом порядке, нежели в НГ плюсе мы делаем. Не знаю, есть ли разница, посмотрим сейчас. Батарейки выбивает. А нужны ли батарейки? У него заряд есть. Можно видеть еще, что у него рядом с ХП есть значок батарейки такой. Это иногда в уровне можно подобрать такую батарейку, которую можно в любой момент уровня заюзать, и она 2 шкалы этой гитары зарядит. Но если их не использовать в уровне, то они сгорают и в следующий уровень не переходят. I mean, everything, it's like, we're not going to make an army here, are we? No, of course not. I also want to point out when we're getting, because we're at the Corsica section, we're getting close to the Corsica site. If I'm correct, that the Corsica fight is one of those like make it or break it things in the game. Oh, yes. Yes, it's a very, very difficult boss fight. So if extended track 4 skip is the platforming run killer, the Corsica fight is by far the run killer. Yeah, for sure. Alright, now we're going Почему говорят, что Корсика файт это ранкиллер? I don't understand. Это шутка такая или что? Потому что Корсика файт это тупо глорифайт КТЕ, где зафейлить очень сложно. Гадкий файт, потому что иногда флайботы могут быстро кинуть гранату, и тогда убить большого робота до щита не получается. Oh yeah, that's great. That's one of my favorite ones. This level is like the one where we really start to get a lot of these like fights with a lot of really tough enemies in it. Normally it's been like one tough enemy and a bunch of like trash mobs around it. Now we're starting to get like multiple of them in one arena. All right, nice, very good fight. Nice. Boom. Again, even though this is on the easiest difficulty, the combat is still very tough because it doesn't change the time. Учитывая, что ХП у нас мало, прохватить как бы, чтобы подохнуть, очень легко. Ну, как бы, естественно, если вы играете нормально, то на НГ плюсе тоже сдохнуть можно, потому что на НГ плюсе используются чипы, которые увеличивают урон, и также увеличивают получаемый урон полтора раза. Не в полтора, что это получается, на 150%. 2,5 раза. Вот здесь скип файта будет. Неприятный скип, очень тяжело баунсить на этих круглых платформах. Главное в уровень не зайти. There's also a lot of echoes into another rhythm game that Moitrock and I also this is a really hard skip that he just nailed. Интересно, почему он вот так делал, а не с помощью хэви дэша. Ну ладно. Вот, это сейвит совсем не очень много. Поэтому я скип не делаю в НГ плюсе. Потому что играть надо уметь, чтобы делать скипы.
Но когда уже файты супер хорошо оптимизированы, уже надо, конечно, учить скипы ради каждых ради каких-то таймсейвов. Противники с щитами супер гадкие. Очень важно их бэкстебить, то есть перепрыгивать сзади, потому что тогда им можно нанести несколько ударов, потому что иначе им надо ломать щиты, или вы случайно задеваете их, и просто чай уходит в стагер. Сложный файт. Ну, короче, с данного момента много сложных файтов уже, и НГ легче их точно не сделает. I cannot get this guy. Did we mention that we hate the green swords? We hate them. There we go. He's still alive. What is going on? Alright, we have enough meter though. На самурая хватает. Все, теперь опять тот же обычный подход. И отлично. Окей. Покуда в паре не улетели, в принципе, в паре комбу от самурая не улетели, все отлично. The green swords just were not cooperating. They have a tendency to not. Yeah. All right, now it's time to do some more IT with Macaron. Последняя And like I нода. said, Macaron likes to punch things to fix them, and that includes routers, apparently, because these are all data routers. So we're about to punch a router into place, and that's going to fix the internet. If only it were that easy. Микроскип. It's like when your parents are like, Easy. you fix the internet and they think David, you're примерно super tech секунду. genius and you just like unplug and plug back in the router. No, I just punch it. А может 2, ладно. Если первый That's what пытка works, сделать. right? You just punch it really hard, and the Их internet теряет comes back. время, иначе. Alright, and that's the last node that we have to fix. So we're gonna go back to the central hub. And this is why we go in this route from 2, 3 to 1. So there's gonna be a 2D section after we go through that vents. And in that 2D section, there's a few batteries that are scattered throughout. We're also gonna just damage boost, because there's no point in waiting. Объясняет, для чего он делает такой порядок файтов. So these are all the Ради batteries. We're gonna need батареек. this Окей. for the last Ну да, elevator в course НГ of the смысл есть, да, track. потому что урона сильно меньше наносишь. Also, we've В not НГ mentioned там it, but просто I как do бы... wanna mention it. Cinnamon has a Sharpie or a Makes dry sense, makes erase sense. marker. I think it's Это dry. разумный But раутинг that's why when you look получается. at Cinnamon, they have all the various expressions сейчас on будет Cinnamon's последний face. файт. It's just literally they Сейчас just поговорим grab a dry erase сначала marker с and express с it этим, on their face. с It's really ремонтником. important Он that we скажет, unlock все, these лифт data nodes, работает, because давай we're катись about to come вниз. to the most important part of any beat 'em up game, the elevator fight. Yeah. Yeah. And this has to be good in a beat 'em up. Yeah, it's the beat 'em up, it's the elevator fight. Oh, I mean, it's a match made in heaven. What more can you want? Говорят, beat'em-up на лифте, это, говорит, match made in heaven, но, к сожалению, So for the start here, we're этот gonna файт position ourselves where ничем, node 2 ничем is. интересно So где it's gonna be отличается. a Файт довольно motorcycle, простой. it's gonna be an Начинается orange на sword, and 0.2, then a regular спавнится sword. мотоцикл, So we're gonna want to immediately мечник magnet backstab с другой this стороны motorcycle. и обычный мелкий мечник, и потом после этого появляется щитовик, стрелок и еще один мелкий мечник. И потом новый тип противника, и все. Файт супер сложный. Супер короткий на самом деле. Alright, now we're gonna go back to node 0, because this is where the green sword is. Alright. There you go. There we go. Bonk. That's what we wanted to That's see much earlier. Красивая. И сейчас новый тип противника And we появится, have enough птица. here for the next enemy that's going to be introduced to us is going to be the bird. My least favorite enemy in the game, the bird. I mean, as a Проблема fan of птицы то, что если вы RPGs, yeah. за нее не всегда можно I have a граблиться, pepper. I love my bird, but in games иногда now, можно. За счет того, что мы скипнули один файт, здесь вот эти дурацкие So, Birds don't замедло. go down that easy in this game. yeah. Oh, I missed my thing. Alright, И сейчас затащит I'm Пава. just going to dodge this. А нет, задоджил, отлично. I should have waited. That's... И птица улетела. We need to Ну, avoid добивать the придется на parry. земле. Not like the same time, but Yeah. I just activated the super. У нее way не too early. супер I saw he долгая was парри. dead still. That's okay. But yeah, that's the end of track 5. Но если track граплиться на Nice. птицу, она вас ловит периодически и кидает на землю. Поэтому тут, если она от вас улетела, это проблема. Are you having fun? I want to hear if you're having fun Так with что this. главное, что она не Yeah. Oh, улетела. come on, chat. We know you're having more fun. Come on. Так, сейчас у нас лифт. Лифт это по сути своей автоскроллер. И первый файт One step closer to Тут, Corsica. Definitely don't have
Мне вот интересно, можно ли его все же сделать быстрее, потому что после того, как заканчивается первый файт, вокруг в уровне происходит такой зигзаг, и пока вы в зигзаге, катсцена не начнется. Я не смотрел ни разу АЛ, поэтому я не знаю, можно ли скипнуть эту часть. I don't like agreeing with Kale, but I'll take it here. When he's right, he's right. We've got an 808 donation from Blueheart that says, "What's up, GDQ? This hi-fi rush is music to my ears. Sending my 808 donation to drop Corsica like the bass." Thank you. Dan Mason as well joins in and says, "Every good song needs a good drop going towards dropping Corsica." We've also got Sly Dante that says, "Sorry guys, but this 808 is still going towards catching Corsica. In a killer rhythm action game such as this, the only thing that should drop is the bass." And then one more, we've got Blue Hoot, И вот как здесь another важно убить 808 второй saying вейв. in evil voice, "Drop Мне her." интересно, вот они расскажут что-то про это. Если что не расскажут, значит, наверное, скипнуть нельзя. Absolutely. Happy to give you an update. We are currently at $736 for Let Her Fall, and Catcher is in the lead with $1,260. It's catching up. It's Ну вот catching up. зигзаг. It is making progress. You have about the rest of this track and then a good chunk of the next track before we have to make that Я call. пойду So отойду droppers. на Is it буквально catching минутку. up or Тут just catching her? суть We wanna автоскроллера. drop. Здесь главное сделать We файты wanna drop правильно. here. So, let's go, droppers. We need to hear you. Get on this train with us. Oh, I see, because you're in the paint. I see what you did there. So, when we say parry the world, we mean parry the whole world, including construction signs, apparently. So what all can we parry in this game that we've seen so far, or stuff that you could have seen? It's actually quicker to say what you can't. So you can parry enemies, you can parry environment, you can parry construction signs. You can parry the volcano. We skipped it, but you can parry the volcano. It's fairly much you can parry almost. You can parry nothing. We just saw a whole bunch of parrying the air for the track 4 skip. So Pretty much anything that's going to do damage to you outside of like falling into a lava pit or something like that, you can parry. and you should parry, actually. It's not just for swag, although it is a very swag move. It does have a purpose here. Yeah, and you could definitely parry these. And so some of the upgrades that we bought earlier, so as long as you parry and your partner is available, you'll have a timing there with the blue circle. And then your partner will come in for a really short attack. But the other benefit behind that is that their recharge rate is significantly shorter. This whole thing just reminds me of, I think, the Sayu fight in No Straight Roads. No. The massive amount of parrying that we have to do. Yeah. And right now we're so it's kind of hard to say how this specific course works because it's a little finicky here and there. I'm fairly convinced it's just an auto scroller. So the two sword enemies are going to jump down first by themselves, while the blue crushers throw explosive barrels at us, but they're going to miss us entirely. And on cooldown, we're going to use Peppermint to try and destroy one of these bots. And if memory serves me correct, the one behind me should be dropping soon. Yep. Nice. All right, so I mean that's it, but okay, and then it's probably gonna like be a little like quiet here, right? Because it's gonna wait. And then the results screen, yep, there we go. There so it yeah, is. I'm feeling that's Nice. just an auto scroller, so there's nothing like too huge. This whole entire track is an auto scroller, so this is the halfway point of the run, and it's like a pretty calm part. And speaking of calm, we're gonna be doing more of the parries against the little signboards. So this would be a perfect time for like 2-3 donations. Absolutely, I got you covered. We've got a $50 donation from Polarity Bear that says, "Hi-Fi Rush was probably one of my favorite games that came out last year. It was an absolute steal for $30, so I'm happy to try to make up the difference for what it's worth." We've also got a $50 donation from Warrior of Mars that says, "Become the savior of frames. Go fast and be excellent." We can do that. Do we have time for one more? Unfortunately not. That's all right. Okay, so this is the last course, and this is, again, just another auto-scroller, but the mechanics are a little different here. So, Corsica is going to activate some brakes onto the lift right here. And so the way we break these lifts, you can see it has a little bit of a Z. Okay, yeah, also. So you have to wait for this prompt for Mac in order to actually hit the lift. If you call Mac as soon as it says start, then he's going to do his regular Третий файт это ground просто attack, and ломать so лифт, you're и gonna в waste, НГ 5-4 с этим seconds сильно just много waiting не for him on поделать. cooldown. Мы And so должны the ждать, whole пока theme макарон for this, катится.
В NG+ можно пользоваться, специально ради этого уровня используется доп-чип, который позволяет самонить партнеров, когда они в перезарядке за счет шкалы. Вот, и чисто ради этого уровня, по сути, юзается, вообще нигде больше не нужно. Он исполняется первый, потом мобы, потом второй, и потом третий, четвертый одновременно. Yeah, this part is nice though because it's like really the only part of the Oh, I this should have section. done that. Oh no. Maybe. Hey, I'm not punished for my mistakes. Let's go. All right. But yeah, this is really the only part of this section where like you actually have influence over the time. The rest is just kind of the auto scroller. Вот здесь супер важно не тратить время, когда у вас макарон перезарядился, потому что иначе вы банально тратите драгоценные секунды в автоскроллере. There it is. Yeah, Nice, that's nice. Very nice and calm level. Easy peasy. And now we Easy-peasy. get to ride on a train with no brakes for a Правда. while. Yep. All right, and this brings us to track 7. And if you notice from track 5 И on, седьмой or, like, трек. track 5 through track 7, you have no time to go to И the это overworld climb. unless you exit out. So we're just going straight through this, and we're going right into another fight. So And it's this Начинается с arena неприятного where you start файта. to realize, oh, we're starting to get a little difficult here. Yeah. Because we have a brutal, we have a big tank, and we have a big orange sword all in the same Комбинация arena. различных противников, которых требуется Combat бить here kinda разными shifts a little bit in партнерами, flow. которые It's now мешаются about recognizing по-разному. the pattern in which to pull everything out, because you Важно, need первый, this- наверное, you need to hit, по-настоящему прям tank with macaron while гадкий still файт в игре. juggling all of your other attacks so that you can still Но fight далее в the этом floor. уровне просто And всякая Moist дичь just будет, showed you типа там exactly what that 3 looks like. That was a противника, really все с good fight. щитами. Yeah. Мини-скип, Give it up. погнали. Yes. Yeah, and then so we're gonna have some more platform here. This was also another one of like the early skips Yeah. down. There's supposed to be like a lot of like roundabout platforming to get up ОБ, here. прыгиваем на лампу, Voice и is с gonna лампы try to выходим skip a lot of that by finding this в tiny небольшой little ОБ. out-of-bounds spot. And if everything goes right, И запрыгиваем на запор. Если с первой Ooh, okay, попытки... that's Oh, fine. Nah, oops. I just, oh, where am I? It's all good. I'm here. Okay, that's fine. Сделаем с первой попытки So, сейвить примерно So it is important for everyone out there. I'm 20 not sure if you're секунд, watching наверное. it in the down here, but I want to make it very clear. The coffee machine is no longer working. Yes, this becomes important later. Yes. Now we punching holes in walls. A common theme throughout the game is yep. entering through a wall. Yeah. It's fine. They can pay for the damages. Yeah, Oh yeah. Think of all the finances that we didn't go through for track 4. So. it's true. We Yeah, got so good much point. budget left over. All right, so now they're going to do a bit of exposition here. We're going to come up to a really short. Здесь мы как бы по сюжету понимаем, что в Корсике-то как бы, чтобы ключ-то нам получить, там надо с ней договориться, потому что ключа, как у остальных боссов Мандалей, у нее нету, потому что у нее нет никаких механических примочек. Собственно, ключ она запоминает, у них хранит на девайсе. Вот. Ой, хороший был файт, не задело, к сожалению, Six-second пацана. fight. And this level is Буквально called the climb, секунду and you'll можно love было to see быстрее. Oh, why. there's an elevator right there. Супер вертикальный That уровень. seems like a- oh, Клайм, Oh, подъем. no. That's fine. It's just a Все лифты, все лифты Well, сломаны. I mean, На Ютубе есть трансляция? grappling Нет. hook. На Ютубе Yeah, that's true. трансляцию Yeah. нет, It к could be way сожалению. worse. It could Yeah. be way worse. We could be taking the stairs. All right, so there's a course here. We're gonna Здесь скип довольно простой. and echo slash here. Oh, the angle's weird. I might not hit it. Oh wow, I did. Okay. And Окей, then we're окей, gonna do окей. another И CGS, второй and then we're просто gonna в dash триггер heavy, залетаем. And then we're gonna trigger the 2D section. И Oh, загружается that от воды. sucks. Опа! Nah, that Нифига was a good себе. fight. Я даже не знал, что I was такой, too low there. что I так was можно too low сделать. when Там I, супер did the здоровый dash heavy. триггер, Yeah, в который those, можно like, даже skips вот are он. very, Проблема была very то, что он precise. когда сделал dash heavy, он очень сильно вниз упал. Но я думал, что все равно хватит, потому что там триггер жирнейший. Вот, но по сути мы можем задеть триггер, который начинает 2D-секцию, и если мы после этого падаем, то игра уже просто нас ставит в 2D-секцию. Yeah. Да, еще раз объясняю, что для того, чтобы засетапить CGS, это надо в один фрейм, когда уходишь с платформы на одновременно нажать обе кнопки, прыжок и дэш. Вот когда начинаешь учить Luckily, ран, that's not the worst супер course to сложно. not skip.
And it's not really worth doing the Но потом double со load. временем So we have привыкаешь. a little bit of a 2D platforming section, and then Но it's все gonna еще, например, мой soon строк after these sets of, сильно лучше делает, jumps, например, чем я. is gonna bring us to another есть arena ребята, that I которых will в try Эре, to do в double Аелах, loads if I don't get it, because it's gonna have a они samurai кучу in it. времени And вбили в unfortunately, in that игру. samurai fight, У него, there's gonna соответственно, be a еще samurai and then в two full gunners, but гейме, we do not build enough gear to поэтому build up super. So that's скиллух why we там need точно to skip присутствует. this fight, ideally. But it's not the hardest one. Yeah, and then Moise is mentioning double loads right there. Basically, what that is just turning off streamer mode and turning it back on. And what that does is it forces the autosave to go through and reload. That way, we don't have to quit to menu to in order to do Also, reload. yeah. Здесь Also, skip. Corsica turned off Интересно, all какой elevators здесь у него now. сетап? Yeah. Потому что я Remind хочу everyone to найти use the сетап, stairs. It который is будет healthy. работать. Healthy Вот on это certain хороший stages. сетап. Don't Мне look надо in вот the eyes, этот don't look сетап in the eye, подобрать. you're good. С парри-джампами. Ну, в смысле, с парри-падением. Alright, so Мне it's gonna be понравилось. По this. сути, It's gonna он be a просто bit of запрыгнул в platforming, арену, and there но we can, по краю yeah, этой after that арены platforming нет триггера на начало is gonna be файта. the most dangerous Хороший and volatile сетап skip надо in this запомнить. track, because if I miss Потому it, что it doesn't matter файт if I очень гадкий. do Там a double два reload, because пацана, the door that бегающих will, с I лазерами, need с to бластерами, proceed forward is стреляющих gonna be робота и locked until I самурай. fight them. So it's Супер a неудобный one-try файт. skip. If I get it, great. If I Следующий don't, I'm скип forced to fight 5 очень сложный. В том плане, что So на this него is just есть an одна extended 2D попытка, в том section плане, right что если here, вы so попали в файт, we не have some скипнули time for more файт, donations, that'd be great. Yes, его we не absolutely переделать. do. We've got Потому что когда вы приходите к файту за $80 and мобами, 80 открыта дверь, она зеленая. Если вы donation до нее from дойдете, не Tarks, taking триггернув the файт, 808 to a то different файт level, закончится. saying, Час будет, Corsica который. would want you to save a few Но seconds on this если вы run. релодите Let her чекпоинт, True, that's true. That's true. то Another $80 дверь будет and 80 закрыта. from Gordon И, Peterman соответственно, saying, то, что "I вы hear скипнете dropping файт, Corsica is ничего вам не faster. даст. We wanna Вы go можете fast, практисить don't we?" его, конечно, Yes. таким образом. Well, but we Упс. Then wanna one Упал final one. случайно. process. Вот, We've got но one final one именно on the вот train for you. Buzz Mars has пройти donated again, going back and пройти из forth with лобов так не Kale. получится. Only this time they've donated $16 Поэтому если он не получился в ране, то приходится делать Thanks for файт. the clarification, Kale. So here's to make up for my previous choice and add $8.08 to the dropping incentive instead. Thank you. Alright, and now this is where the skip comes into play. So after these magnets over here, do a CJS. I really hope that I'm gonna play this really safe. I'm gonna turn off the auto targeting camera here. Okay. Okay, that's a good sign. We'll jump over here. I'm gonna parry this, just make sure I'm in the right spot. Alright. Первая часть довольно простая, запрыгнуть в арену. Вот дальше уже сложнее. Ну-ка. Оп. Спэри сетапит. Nice. Найс, ой, найс, ой, Again, if you don't красиво. look them in the eye, they Ай, can't see you, молодца. and you don't have to fight them. Exactly. First Make sure try, you да, turn the внизу auto target back написано. on if you need it. Тут только first try можно было. Let's go. Come on, let's do it. Второй трай тут бы не работал. Файт очень неприятный. Файт секунд 40 занимает. Там первая волна, это там два пацана с щитами и Okay, now that we're past робот, that который skip, we краб, can talk тоже about the щитовой. real difficulty. А второй файт, yes, два yes. пацана с щитами и We're Брутал, который с getting бензопилами. close. Oh, man. The Супер defining долгий part of файт the на run, НГ, if I can дольше, conclude. естественно, And I mean поэтому that sincerely. скипать супер важно. Yeah. Well, keep in mind Этот that, файт if you немножко do want to хаотичный, donate но to не очень save сложный. or to catch or drop Corsica, you're going to want to do that quickly because we're coming up to that point where we'll have to cut it off. We're going to give you as much time as possible to drop Corsica, but we do have to cut it off at some point. Вот и здесь, после того, как первый вейв расчищаем, по сути, там пытаются This Peppermint is a и really Макарон annoying arena because it's хакнуться really в big, комп and Корсики, those чтобы flybots spawn попытаться sort of узнать all у нее over the пароль. place, It's so- not just the flybots, it's just Вот, the но она gunners, and they're детектит just их, running такая, around the типа, entire field, so like Yeah. you can't really predict it. Ну And вы you вообще, prefer just to вот, go и second спавнит, first, just но 'cause, again, моба, you don't want him to throw собаку. the spear to get everyone the shield. And this is Salamander, or Lizard, whatever you want to call it, but he's not that big of a deal. So Лизард, you're out the говорят. bat. Я собакой называю. just grapple to him. Он любит прыгать, но сам по себе this несложный. boss, Если он поймает to me, в парри вас, то парри у него очень Kind of looks like быстро. a Pokemon. So, are we going to eventually throw a Pokeball at it to finish the Time fight или here? хорошо. Not this one, but there's going to be plenty of opportunities to Oh. deal with the lizard fight. And again, that's another rhythm parry that we're getting past. It's a short one, so it's not nearly as big a deal as samurai bots, but every rhythm parry we get past У is него a ритм good, парри decent типа time пам save. And пам пам пам. this run has Все. so long, and we get so Супер many of those быстро. types of enemies that every rhythm parry we can get through is a time save.
Вот. Но, по сути, пытались посмотреть у Корсики пароль, но пароль не посмотрели, но узнали, что они там в какой-то момент ей дропнули инфу, что, мол, зачем ты с Кейлом, он пытается тут какой-то майн-контрол развернуть. Он такой, какой майн-контрол, ты о чем? И такие, типа, ты что, не знаешь, Спектр это AI для майн-контрола? Она такая, что ты меня впариваешь? Вот, но, типа, они видят, когда коннектится к ее компу, что на самом деле она полезла гуглить эти файлы, которые у нее не было доступа. Единственная из всех, как бы, вандалей-хедов. Нужно втащить этому пацану до того, как он включит щит, да, отлично. Очень хорошо. Hi-Fi Rush is your game. Like the skill ceiling and the opportunity to do a lot of really small but additive time saves over the course of a long run is a really, really gratifying thing to play in a speed run, I think. Да, говорят, что очень высокий скилл-силинг у этого рана. Соглашусь в определенной степени, потому что выучить базовые какие-то вещи очень просто, но вот именно научиться чейнить все миниатюрные скипосики и импрувменты, которые тут есть, сложно, но очень satisfying, что называется. And if like this is like too long of a category for you, then there are ILs which could range from like a few minutes to like a half hour. There's like Rhythm Tower, which is about an hour and does like a lot of combat focus rather than glitches. So there will be something. Вообще просто игра казуальная, очень клевая. Я рекомендую настоятельно всем поиграть, кто может. У кого есть там Game Pass или игра, возможность купить. Which, speaking of, I mean, look at this. This is amazing work being done here. Это неплохо файт пошел. Это немножко жадно было. А еще там не добило Пеппермент получал. Что-то 30 дрэгет. Ой, 100 комбо. 30, ох, ровненько назвал время, но файт хорошо чувствовался, что хорошо идет. Немножко время потерял, если бы было очень хорошо, было бы где-то 28. Что там не спавнятся стрелки до того, как не убьете пацана с мечом. Поэтому быстрее, чем 28, я лично не видел. Можете посмотреть ВР какой-нибудь там есть, но я не смотрю ВР. Thank you for that very generous donation. Yes, thank you. That's awesome. Thank you so Раз, much. два, три, четыре. И, кстати, можно грапнуть, да. Если здесь заграплится до того, как очень быстро как вылетел из ямы, то скипаешь диалог. Он ничего не делает, он проигрывается, пока вы играете, просто забавно, что его так легко можно скипнуть. Вот, и это последний файт, его супер легко скипнуть. Not fired, transferred. Transferred, yes. Transferred where exactly? Один из самых легких скипов, то есть запрыгнуть на этот бортик очень-очень легко. Yeah, that's actually a very good point, yeah. Босс-файт с Корсикой сейчас будет после небольшой 2D секции. There's, I believe, 2 blue tanks that spawn. There's gonna be like 2 salamanders, so it's like there's no reason to fight that. So just do a few CGSs or just one, and you can just dash along the edge of the. Учитывая, что последняя арена в уровне, она вроде как для нее не сильно сложная, но по противникам она довольно долгая. Босс-файт с Корсикой великий. I'm ready. This is the hardest fight in the game. I will say the incentive is coming up to cut off. В сути, несколько пэри, потом скипнули несколько диалогов, потом несколько пэри, скипнули несколько диалогов, потом катсцена, потом пэри, несколько диалогов, пэри, несколько диалогов и так далее. Поэтому, на самом деле, можно просто мне помолчать, и может хоть вам хоть как-то музыку будет слышно. Трек здесь кайфовый. Alright, we get a $50 donation from Maroon Marauder that says donating during my current game of the year, Hi-Fi Rush. Excited to see what kinds of speed tech have already been discovered. Rock on, GDQ. Got a $50 donation from Lightly21 that says, loved playing through Hi-Fi Rush earlier this year, and I'm so excited to see this run. Make sure to catch Corsica later.
If someone wants to help us with drop, you got to do it now. We got to do it now. Got a $100 donation from Anonymous that says, such a fantastic game. Really glad to see it being run at SGDQ already. Who's the runner's favorite character and why is it Corsica? Favorite character, gameplay-wise, Mac. Favorite character is Corsica. Yeah. Corsica's just awesome. Do you have a few more? Yes. All right, we got a $25 donation from Gib Girl that says Hi-Fi Rush was easily my favorite game of 2022. Glad to see it being destroyed in SGDQ. Save the Corsica, drop the frames. And we get a $50 donation from Kurzmush that says pet that speaker cat 808. Yeah, that is true. We can actually pet AOA. We've also got a $25 donation from The Big Wah that says, so, I have to ask, is 808 soft like a cat or hard like a robot? That's a great question. Wow. Big Law right here with the, yeah. I'm pretty sure soft. That's how, like, there has to be like some like synthetic, like. I don't know. Okay. Mr. Rock, where are we for the incentive? All right. One more set here, and then this should be it, right? Yeah. Okay. So, all right. This point. Вот сейчас будет кошка what вайбить is под the это, bid под we're at? хлопочки. Клево, мне нравится Right здесь. now, Catch Her is majorly in the lead. Okay. Well, Смотрим на $2,262.49 against the Вайбит, fall of вайбит. Чисто вайбит. $1,313.48. Well, it looks like we're saving Corsica. Thank you for everyone that helped Yes, donate. thank you all so we very, really very much. appreciate that. Yes. Что, мы ловим Корсику? По-моему, ловим, сказали. Будет смешно, It's если at он this point in инпут the game промажет. we start noticing something troubling, which is that Chai is maturing. Yeah, he's really showing that he's. Oh, never mind. Yeah. Yeah. All right. So this is gonna be the last set. It's gonna be, I think, 3 sets of parries. Очень клево засинкана с музыкой. Эта часть, вот именно финал файта, It is мне important to нравится. note also, if you miss one of these parries, I think on easy it's a little bit lenient, but on Rhythm Master, if you miss one of these, you have to do the entire thing again. Yeah. Пам 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 All right. We're making fun of this, but on You your are first so playthrough, this fight is annoying. incredibly hyped. Yeah. He really, yeah. It's super Bum, fun the first time. bum, You're bum, just like, bum, bum. yes. пам 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 All right, this is Bum. the last one. пам 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 пам. И конец. В этой игре есть секретный босс, который заставляет тебя плакать. В этой игре есть NG плюс контент, который заставляет тебя ненавидеть испытания, в котором надо 90% в ритм No harm is gonna go to him. за время. Unfortunately, we're not going to see exactly what we're leading on to, but yeah. Also, Могли бы и just a little посмотреть fun немножко fact, катсцену, ладно, там the катсцена reason такая why we kind of like хорошая. are heavily favored towards dropping her is because if you drop her, not only is it comedic, it does save 1 second. So that 1 second could honestly. Да, important правда Yes, говорят. yeah, it's the most Говорят, important second of что your life, so you не might as well ловить have Корсику it. это It's на a It's a секунду good thing that we caught быстрее. her though, so she's not gonna be in pain. Вот там Oh, Корсика, там мы с Корсикой подрываемся на лифте, но Корсика к нам присоединяется, ей делают руку It was during one of the boss механическую. fights. Yes, there was this huge set piece that we accidentally skipped through. So Yeah. Да, там был большой робот, и потом, если поговорить с Синеманом, с роботом Alright, so в we're getting хайдауте, the final после stretch of the он game говорит, now, блин, so, наверное, какие-то разработчики старались его Cascade делали, у меня есть is ощущение, another что он больше ни heavily разу не skippable появится в этой игре. track. So, И он ни разу I'm не gonna go for появляется в этой something игре. called Итак, museum skip, погнали. but there are gonna be 2 C8. versions of the skip that can happen. So Здесь I'm gonna attempt to есть go for the несколько extended вещей. version that can go way beyond bounds. If I don't Он get the попытается. trick I need, it's fine. It's not a heavy reset point like track 3 because there are alternate skips that we can do within the building afterwards. Да, здесь много I will альтернативных say that while микроскипов, we которые all, можно we all сделать. love Corsica as a character, Но personally, I have to go off and say можно скипнуть that, большую the часть most of всего boss этого fight we're уровня. about to Здесь see here is очень one of my много favorite катсцен, boss потому fights что это throughout this музей, entire и game. там есть как Also, минимум speaking, 3 what food музей or сетписа, object на is которых Corsica named просто after? ничего не поделать, Like просто in вы terms of смотрите, like, смотрите you know, how катсцену. chai is like a tea and stuff like that. Также появляется Корсика как третий саммон, и этот весь уровень построен на том, что здесь очень-очень много врагов, которые пользуются огнем. Враги с огнем — это самый большой рак этой игры, потому что если вас задевает огнем, вам надо джойстиком влево-вправо, чтобы чая потушить.
Вот. И это супер бесячая механика, я ее ненавижу всей душой. We also glossed over, but we now have Korska as a partner. So her main thing is she can get rid of those Они аугментированные. for a temporary amount of time and power generators. Typical But she can also in cyberpunk. combat, she doesn't do damage with her ability, but she increases the stagger meter, which is really, really good against a lot of these super tough enemies. Yes. Which we would need if we were Здесь skipping скип с this этапом course, like Heavy Dash, прыгаем на So стенку. where that V is, и we легко would be скипаем introduced to первый the файт. Fireboxer. So red enemies don't have any like special armor, but instead they will leave behind fire AoE attacks that are on the ground, and that will stagger Вот Chai. Адам You have to Дженсон, wiggle your RUSC left, Forest, между прочим. analog stick or mouse in order to get rid of it. So they're not that threatening. Вот. Здесь сейчас будет Alright, вот and музей then секция. coming up Если here, this is the фейлится в start of какой-то the момент museum музей skip. скип, вы начинаете отсюда. So these two dioramas Скип right here, we're занимает gonna jump on top of примерно this right one. 3 минуты в самом долгом исполнении, то есть CJS, полная версия. dash heavy. Выпрыгиваем в ОБ, so this супер is the легкое start of it. выпрыгивание. И And the дальше reason идем why по we're крышам. doing this right Если now мы is not only are падаем, we это skipping револт the чекпоинта, courses, like this здесь is есть course несколько 2. мест, где мы должны We're gonna be перепрыгивать skipping a bunch of невидимые exposition триггеры, rooms, потому что and иначе in мы those rooms they are зацепляем unskippable чекпоинты, и cutscenes. They're если not мы even что-то cutscenes, they're фейлим, just мы потом dialogue, and we have to спавнимся в listen to it. инбаунс, You или can't банально reload нас or затягивает anything. файт, So чего it's мы this не blue one right хотим. here. There's gonna be 2 more, I believe. Yeah, there's 2 Вот more, здесь and then the триггер fourth важно one не is actually задеть. skippable. Also, Он this is a great задел opportunity to триггер. appreciate the artwork of the level. Yes. Он You get a задел chance to see триггер. pretty much everything here. This isn't Если он necessarily the view you were зафейлит supposed что-то, to он have не of the может level, but зарелодить it does чекпоинт. give you a really, really good view Перепрыгиваем of just how триггер. much love and effort Tango put into this game. Yeah. We also skip over a lot of the dialogue that's going on, but we actually learned a lot about Vandalay Technologies, including that it had a owner before Gale named Roxanne, who basically was doing a bunch Здесь of like это один prosthetics из and мест, где можно microchips, building вернуться them в out of ОБ. her garage, Мне интересно, selling them in her like little truck, какую and он she версию grew будет делать, the все же abilities будет ли into this. полную And пытаться. at Нам, some мне point, кажется, Gale делать took полную. over. Yeah. Полную с переджампами стало сильно проще делать, как по мне. Alright, so this is where the crossroads Вот for здесь the очень легко упасть. skip Я happens. здесь уже начинаю, например, лично просто So the idea переджампить, here потому is we're что trying to trigger здесь the супер cuts to легко the fight упасть. without actually falling down. Ага, он без переджампов Okay, I делает. fell down. That's fine. Ah. So Триггерит we're just gonna файт. go with the slower strat. So we're falling way out of bounds, so it's Это, gonna deload the это level. рабочая страта, это And не полный so скип this course is получается. done, and because the course is done, we're gonna Я закрываю do a тогда double prediction. reload here, and then you'll see right here. So we are back in bounds. So because I чё, didn't land on prediction top, я I не can't do запустил, the что ли? extended А, я skip не 'cause запустил I would be able prediction. to keep traveling along out of А, bounds. ну So ладно. we're gonna have to do a bit of extra platforming, but we can do 2 more course skips. Oh well. А нет, I'm я not делал dumb. prediction. This gives us a chance Она to не see the полный museum from скип the никто не inside, which is ставил. also nice. Yeah, exactly. It was intended. Тогда делитим. Ну, там 400 поинтов было There we go. всего. Никто не хотел в гамбу играть. Чат, вы где? Не I смотрите, don't что really ли? get the cycle. Yeah, I don't get the cycle. That's unfortunate. Fun fact: all the clockwork you see here in this museum is actually придется it's a платформинг tribute теперь to делать. Arcane, who made Dishonored 2 with the Clockwork Mansion, and they are obviously part of the Bethesda Studios team now, and they did some work helping out with Hi-Fi Rush, and so this level design is sort of an homage to the Clockwork Mansion in Dishonored 2. Yeah. Which is a great level if you've never. It is a phenomenal level. I just really enjoy how much Ссылки love на was put into Dishonored this by the объясняют. developers, by the music, by Yeah. the artists. Like, you can really see how much, outside of the fact that so many developers were outside of their norm, you can see the love that they really put into this game, though. Yeah. Вот здесь Alright, so сразу... normally you're supposed to go to the right. Здесь and нужно get back to починить punch and gen that's missing in the кнопку, slot, but но instead we got если CGS, засетапить so переджамп, we'll do можно this, position ourselves вот correctly. допрыгнуть до той платформы. Немножко до тоненького такой прыжочек, но Nice, very nice. рабочий. That's a little И minor не skip надо there, бегать and вокруг, then чинить break с this помощью with макаруна peppermint. поломанную платформу. It's a little minor skip, but it does show you just how important and powerful CJS is, because that is a significant little section of platforming that we just skipped. Не очень сложный файт, Yep. но And so показывает this механика arena, or этого course we уровня. could've Это skipped, файты but we got с extended, but this is fine, so because it's pretty short. I love электричеством. Shy's just puns. That's shocking. I'm glad you do, because nobody else does. Yeah, definitely not See, course. Shy appeals to me in that way. Chai is the everyman. So these are all the firefighter enemies that we basically skipped the introductions for. And I don't know if it was mentioned earlier, but in addition to building up a stagger meter, Corsica's partner ability puts out fire.
both on the bots themselves, but also like in the environment. If you're running into a problem where you have like a big old streak of fire, Corsica's ability will put that right out for you. This is not what we want. So, unfortunately, the firefighter enemies do have this RNG attack where they self-destruct, and you cannot hit them while they're running around. So you're forced to watch them just run and then basically explode. If it's in the early parts of the fight, it's fine, but I should have targeted the firefighter just in case for that. Yeah. So, they are called firefighters, by the way, because they fight with fire. That's what a firefighter is, right? Да, 8 супер кайфово. Wait. Кайфовая Width котейка. is the key word there. So this is where the next skips come Скипа, in. здесь очередной скип. See, okay, CGS there. Fight, So if we fight. go forward on the left, we would get introduced to the flamethrower bots. Oh, I think my angle's bad. Oh, Файт so- не очень okay. сложный. So on the Там left there, that would be where the дольше flamethrower именно bots get катсета перед introduced. So here's файтом. the gunner bots, but with the fire added on. And so we're gonna keep going forward. Стреляющие And then противники this только с next skip is gonna огнеметами. be pretty precise. It's gonna be another CGS, but we have to do a CGS on this purple and blue sign. Здесь So будут I'm делать... gonna angle the camera to the left so I can Здесь try. довольно тоненький скип Okay, с помощью it's fine койот. Ну, now. застоил Echo джангл splash. супер легко. Вот, но опять же этот скип можно делать с парированиями. Это медленнее, но супер консистент. So that Потому arena что on вот the right получить has two баунс blue на этой tanks, some платформе green очень enemies тяжело. and all that stuff. So instead, fall down in here. И скипаем And so файт. this is the only Файт exposition не room супер that we have to долгий, go through, но which is такой fine, с катсценами. because while И we're doing единственная this, we're gonna комната, stay on top of this которую speaker не and скипнуть. try and get a CGS. Oh, and we got it. And see, this is what happens when you hold circle. This just means you have it stored. So you still watch Chai. Fly away, Chai. Fly away to freedom. Он показывает, что если вы получили storage jump и продолжаете держать прыжок после этого, то куча будет вот эти baby jump делать свои. That says, "Let's go, Moist Rock." I set a reminder just for this run. Hi-Fi Rush is one of my favorite 2023 games so far, and this run is amazing. Let's save the frames and let Corsica fall. Sorry, Black Cat Mom, but that's okay. It's all good. Yeah. All right. So we got that CGS there, so we can just do this. You just have the platform on the left. It just saves Позволяет like нам 2 прыгнуть seconds. прямо вместо того, чтобы And you have прыгать more- налево. enough time to Сейвит store that. секунду. Супер скипы. All right, and we're heading. We have one more gen platforming room here. Платформинг And очередной. it's also worth последний noting файт that, уровня. you know, we talk about all the collectibles and Не all the stuff самый that's in легкий. here. Очень You легко его can, можно из later on in the зафакапить. game, get things you can customize with Chai, naturally, because we're doing, you know, new game, we're, you know, 80%, you know, new game, we're not going to be doing a lot of those upgrades, but we can actually get some alternate costumes. Yeah. Not that that plays any attention to what's coming up next. No, yeah, no. No. Like, I think you get, like, the hospital gown at the very beginning of the game again. Yeah, you can get that, yeah. Like, very small ones You like get that. a few like shout outs to like Evil Within, like some jokes like there. You get some like cross boss cosplay. This, by the way, is my least favorite arena in the game to play. On Rhythm Master, I do not want to say how many times this arena took me, but the big thing about this arena, you kind of saw it with the arena before. There's electricity running through the Первый floor, wave so every so 4 often you'll see those little мелких yellow бота squares. с огнем, That's a 2 sign you wanna get out стреляющих, of the way, 2 с because мечами of all the things и you can't боксер parry in огненный. Hi-Fi Rush, you can't И parry также electricity, периодически apparently. You can parry a меняются volcano, you can parry construction signs, пол you can parry огненный. air, but Вот. И у Can't parry боксеров electricity, огненных you can't есть parry очень гадкая fire. атака, где You can они parry заряжают volcano, кулаки, и but you они can't очень parry быстро volcano. спамят кулаки. He's fighting И with если a случайно magnetic не bar, заметить so- это, okay, you know what, то that's можно actually a good point, yeah. прохватить все хп. Like, That he volcano can't- that he doesn't doesn't- conduct И просто electricity. умереть. Guitar that he doesn't know how to play. И придется в пари залетать. Ну, можно да, поблокировать. да. Не заблокировал. По-моему, то есть... Ну, это быстрая пари, хотя бы пам-пам-пам-пам-пам. I just wasted my super there. That was my bad. And now we have a salamander. И теперь с собакой придется драться медленно, потому что он супер. And you're noticing now that in combat, Moist Rock is just cycling through assists as fast as possible. Yeah. And that's Да, a couple things. That's great for К сожалению, damage, but it файты also в этой ensures that no игре matter what проходят type of очень enemy is on the screen, тупо, you've и got a это partner как бы doing казуально, something когда that can играешь, take можете care of. сразу понять. Я And это that's понял только important на because файте right с now you're Мимозой, gonna have a потому whole что lot of у нее different types of третьей enemies фазе она all просто at the same постоянно time. возвращает все And стагер, being certain что that you can спамить, видите, у take него care of them, постоянно no matter what they переключает are, you can just ассистов, rapid fire through your постоянно assists спамить real всех quickly and своих just помощников, not have to это worry so much about дофига that. урона. Супер дофига урона.
Это просто ОП, There как you go. бы, There you go. страта. Nice, nice. Good fight. I hate that bird. Yeah, no, this course is by far, like, I would honestly say it's one of the hardest ones in the game. Yeah. And of course, he gets a triple S on Triple it. S, yeah. Of course, yeah. It took a bit of damage, though. All right. So that's track 8 right there. There we It's go. not too long. I think it's like maybe like 12 minutes, right? Сколько No, вышло? 11 minutes. 11:09. Hey, not bad. Um, All right. Very So nice. this track is track 9. So this one is dedicated only to the Mimosa boss fight. So there's only a little bit of И platforming. теперь It's тут not that просто big of a мимоза. deal, but you'll see Сначала later немножко on. диалога, потом Most немножко is платформинга в плоской This is a very intense в platforming в section. 2D-секции и so босс-файт. lore-wise, what goes on Босс-файт right now is очень we actually легкий, learned that Peppermint is по крайней мере, в НГ+. the Peppermint Vandalay. So that's what her real name is. So she's actually the brother of Kale. That's why What? she was. So yeah. what you're telling me is that that's her actual name that someone named her. Yeah. Peppermint Vandalay. I think it rolls off the tongue really well. Hold on. Wait, what? Hold on a second. Oh wait, this is important. Yeah. We're left shark. Oh, yeah, left shark. Yeah. Sure, yeah. Culturally relevant left shark here. Yes. You know, we were mentioning like how Moise is doing a lot of parries, so of course they're gonna have a Katy Perry reference in that. Yeah. course, yeah, there it that is. makes it, yeah. You're welcome for all of you that Вот appreciate и Мимоза файт Yeah, — это especially один из for тех you. файтов, And now где the Mimosa fight, почти which is нету Yep. автоскроллерной So there's части, one в little- том плане, one что little музыка bit должна more проиграть. platforming section. Ее можно очень быстро переводить Yeah, из this одной section фазы right в другую, и это I очень always fumble классно. on the jump Проблема pad в том, because что I посреди cannot- файта even though QTE it's like a за 4-4 полторы time минуты. chaser, this is not 4-4 at all. Ой, It is моя a really любимая weird мем, beat, мой but любимый there you go. мем. All right, and now this is going to be the Mimosa boss fight. So you're going to see a lot of assist spams. We're just going to keep refilling the stagger meter because you Да, can't do как только damage мы сносим, потому что until суть you, файта Мимозы, то, что fill пока this у нее up. поднято Also, платье, this она song не is a получает Oh my урона. God. Yes, He yes. is not Вот, cooperating. и она может периодически There we go. дэшиться в сторону. Как только мы сносим стагер, просто начинаем спамить просто по КД, как проклятые наших самонов. Вот, в надежде, что этот So спам the thing как раз with the Mimosa покроет gimmick is that дамаг. unlike the other bosses to this point, Mimosa actually is shielded. You can see the shield bar under the health bar, and you have to deplete that shield bar in order to do Вторая damage, фаза or at least most of the проходится... damage. Здесь включается it's a свет, little tricky и because you в have идеале to надо убить ее до того, как свет включится, потому что Basically иначе rush будет her QTE. down to get her shield down, and then just pump as much damage into her as you can while Вот, you have that ее damage можно window убить, open. по-моему, за Or you 2 can just do what выключения Moist Rock света. does and just absolutely obliterate the fight. Yeah, yeah. Would you say you have to hi-fi rush her down? Yes, Вот actually, I сейчас would say должны that. I think выносить so. ее. All right. Найс, найс, найс. Вот Where are теперь my- супер I need my долгая Dreamcast QTE. fans here. Where are my Dreamcast fans? Because we are about to play Space Channel Спамим 5. Give it кнопочки. up for Space Channel 5, everyone. I want to hear this. Spice Channel Wait, I thought he 5. said he couldn't Вот play это guitar. референс No, сюда. he can't. He can't. Does it look like he's playing? Yeah, the guitar is kind of shaking the not right way. I think 808 just being a great wingman and just like playing sound Кейл effects. не такой же. У Кейла есть Just look немножко. at the expression on Сколько 808's петь? Ну, face ну, right ну, here. хорошо, 808 ладно. wishes Просто Кейла можно that очень she was быстро anywhere хп else in the снести, world right now. Wait, are there actually meow и sounds? не начнется следующая фаза. I don't think so, no. Как по мне, у Кейла чуть... I kind of heard it. Хорошо, Yeah, проблема I с hear it. Кейлом — это его вторая фаза, которая That is, рандом. that is an У Мимозы в all-time, файте рандома that is почти an никакого all-time нет. wingman moment, if that's the case. Мимоза That is- супер быстрый файт в этом плане. I think- Again, as long as Chai's having fun during this. Yeah, of Yes, course. yes. Also, Chai performing with his back to the audience, as any good performer is Вот, taught и to do. теперь course, очень важно, yes, yes. Very much a когда rockstar начинается moment. третья Yes. фаза, Alright, я so не this is the знаю, last что phase right here. делают в So, НГ, сейчас I saw посмотрим. the back, she's gonna do a Если rhythm parry вынести animation ей... attack, it's not gonna be a rhythm parry though. Главное So за... she's gonna trap us in this box. Окей. В НГ плюсе есть атака, которая поглощает всего один You can один carry режим, that одну equalizer wave, шкалу. and it makes this section so much easier for it. Again, you Вот, can parry the world. и Parry the тогда world. можно Again, shoutouts to Wooly. заэскейпить эквалайзер вейв и потом просто спамить ей. Что в этой фазе она очень мало в стагере находится, поэтому надо заспамливать ее. Отлично. И все, и два кутешки, и, в принципе, мимоза закончилась. Очень хороший файт был. This is you can't skip this. This is a forced rhythm parry. Пам, папам, папам, There you go. папам, One more. Yep. пап, пам, 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 I пам, love, пам. I love how they So- throw a quarter note triplet in there. There it is. Yep. That's Mimosa. Not too challenging, just a little annoying, just because
her flight patterns in the beginning are slightly RNG based, so the more she flies, the worse it is for you. You want her to stand still just so you can just build up the meter as fast as possible with some air lights. But И далее best level in the game. are able to target her in the air. По мнению всех, кто играл в эту игру, и всех, кто смотрел YouTube. Nice. 450, it's pretty good. And now we're gonna go on to the second to last platforming stage. Although the last platforming stage is gonna go by really fast. But first is gonna be track 10, and we're gonna be going towards, what's his name? Roper. Да, тут же куча диалога. Who is a totally normal boss. Yeah. Totally. Yeah. Also, I just skipped there. That's their plan to infiltrate Vandalay's Все взрываются, да. headquarters. And so we're gonna use a cannon Вот, to blast теперь ourselves нам into that tower нужно in that background. Great plan, by the way. вломиться в Solid Finance plan. No, Yeah, I mean, yeah. Yeah, so и Rockford, забрать последний boss is ключ, basically like the кроме head of accounting. Кейла, We actually saw him Рокфорта. earlier, yelling at Zonzo for spending too much Глава money. бухгалтерии. He's actually really inspired by Leonardo DiCaprio's Wolf of Wall Street character. Yeah. So you'll see the similarities later on. Yeah. Ссылки, да, на Волка с So Уолл-стрит. there's gonna be three enemies here. Много So there's gonna be отсылок an orange на right in Волка front of с me, there's gonna be Уолл-стрит. a green sword in the middle, and then just a regular sword here. So I'm gonna do a stomp box at the beginning. Okay, unfortunately I did not get the early hit on this guy. Не повезло немножко. Здесь иногда можно пробить парня щитом. Абсолютно не понимаю, как это работает. Но можно. Если правильно затаймить атаку. Ну, в НГ плюсе для этого используется немножко другая атака, это там просто есть заряжаешь треугольник, хэви, и просто можно опустить хэви, и файт кончается, типа сразу. Потому что все умирают. Типа 2 секунды. Right, yeah. Yeah. И вы получаете там ранг С, потому что атака началась до начала файта, поэтому весь урон от So нее it's hard to tell, нанесет but и the cannon is считается. moving. So this next part is technically an Вот, auto-scroller. You это can be a little автоскроллер, slow or faster, но depending if you kill здесь all the можно enemies at the потерять correct время, time. если And so, здесь as важно all убить auto-scrollers, противников, that means когда this would be a pretty турель good time for додвигается. donations. Absolutely, I got you covered. We got a $20 donation from Rex that says, Ayo, great to see Moist Rock at GDQ finally. This game is for sure one of my favorite games so far in 2023. Great to see it ran. Also, hello Vesper, and of course, better not drop Corsica. Oops. DA Rex was No Straight Roads speedrunner. Sorry. No worries, we got a $20 donation from Brooby that says, bringing some love from the Hi-Fi Rush speedrunning Discord. Good luck on the run, and justice for Bites Rock. We also got a $100 donation from Toastador that says, absolutely had to donate during my recent favorite game of all time. You're killing it with this run. And really quickly, just help me out with this part real quick, is that the current segment of prizes are going to be closing very soon. At the end of this run, we've got maybe like 20 minutes at best on this. So if you want to go get that adorable big boy Kirby cross stitch that we saw Shout holding earlier, or that stunning Kirby in the Fountain Dreams and Кажется, главная проблема этого спидана, то, что он, к сожалению, он очень долгий. И в нем много, как бы, таких вещей, которые, когда ты увидел пару раз, ты такой, ну да, окей. Играть супер приятно всегда, но вот как пересматривать его или там регулярно смотреть грин, я не знаю. Такая из, называется, более именно вот ранних френдли. Играть прикольно, но смотреть, возможно, я несколько раз уже все это видел. Ну да, файт, да, окей. Огненная птица. Посмотрим, как файт пройдет. Ой, хорошо. Ой, хорошо разваливает. И... This is the first, I think, the only instance we'll see of this Firebird. If you're a rhythm tower runner, you will learn to hate the Firebird, but this is the only instance of the Firebird in the actual story. I got this set up perfectly to avoid the rhythm parry there. Yeah, that was really good too. Nice. Yeah, so that skips having to do the parry dodges, little cutscene after that. And now we also have to skip this cutscene, which unfortunately, I think this is my favorite cutscene. Птицы довольно долгая парри, что там. Там всего 5 парри, типа пам-пам-пам, This is probably дэш, the only instance пам, of the game where I того. wish we could get away with not playing on streamer mode, because Oh man. this is. Да, можно слышать, что музыка побеждает немного Invaders Must Die. Этот трек называется Intruder, и он очень сильно похож на Invaders Must Die. Но не Invaders Must Die. Вот, но не в стример-моде. Играет именно Invaders Must Die. I was like, oh, they did it. And it was just so
for the moment. Also, it's hard. It's a hard It's a arena. Bring and up Moist the Rock- fight. Moist Rock just made that look silly. Got to take out the motorcycle first, as always. Also, I love that it's a food court. We just go straight into a food court, and there are robots at a food court. Yeah, So what does the food court serve? hamburgers. I I think, yeah, and it's. I mean, to be fair, there's like 5 humans on Vandalay Island. Yeah, they got to eat something. Yeah. Yeah. All right, so you see this little samurai guy over here who's a chef. Oh, he's hype. He's vibing to the music. Yeah, he's vibing a little too hard. Chef. no. Oh, no. All right. So we're gonna do a setup similar Yes, to chef. the first Yeah, yes, chef. samurai. So he's in his second phase here. So same thing as before. We're gonna do gravity well. Where's Adef and Ruby? We need them for the help of the chef, you know? And Corsica can actually stagger the samurai for us, so we can just do stomp box, and that way we don't need to use right, thank you, chef. We don't need to use Да, the ну super теперь, когда dart. у нас есть And now we have Корсика, one more можно fight куда in this little проще cafeteria. So what we're gonna do is we're gonna ignore this выносить drill его. one, dash here, and call in gravity well to get as many of these enemies stuck inside here. Oh, they're out of bounds. That's lucky. Разумно. There we go. Никогда не думал так попытаться сделать, то что там все противники из-за стены прибегают. Can I chime in really Гравити quickly with Веллом an просто important поймали donation? всех. Yeah, real quick. We have a $10,000 Let's donation go. from the Yeti. Let's go. Yes. Тут It says, hey, all Yeti есть viewers, what a авторская wonderful музыка, day for да, speedruns, and what better но way to в enjoy стример-моде it than with another оригинальные треки просто играют. $10,000 for Doctors Without И они Borders. ничуть не хуже. This donation Некоторые is даже made лучше. possible thanks to everyone who has Ну, ordered from our social, или ничуть our не official хуже. SGDQ collection То at есть саундтрек в этой игре theyeti.com. абсолютный Be бенгер. sure to swing by and grab a tea or two. Proceeds from every item ordered is donated directly to MSF. A special shout out to all of our staff at Yeti Следующий HQ. файт это They're Армадило. already prepping for TSDDQ. T-shirts Полагаю, done что quick. в НГ с ним много не сделать, Yeti потому что collection ну, this урона year is банально hype as мало, heck. а It really противник is. I очень love a lot of жирный. cards. Самый also almost at жирный the обычный 350. моб, We're скажем gonna так, do в игре. How much further? Oh, yeah. Can we can hit? Can we hit it by? By В the НГ плюс он проходится за 5 секунд, а вот в НГ, я полагаю, месить его придется секунд 30. So in case you don't know who Kale is, you're about to. Это просто we're один coming up on моб. a section where, if you've missed what Kale looks like, there's a little bit of a subtle reminder that the Yeah. game gives He's a you. very Yeah. humble man. Oh, yeah. So, just a couple little more platforms here, and then we can, like, just be reminded very subtly about who Kale is and what he looks like. Yeah, but before we meet, or at least see what Kale is, we have another one and done enemy. So coming up is going to be the Armadillo, Salamander, Эти whatever you wanna мобы call it. есть в Ритм Тавере But yeah, he's just a и green в enemy. So how we're gonna do НГ плюс this? контенте. Oh, Dash, Mac, and then use super, spam assist. Yeah. this is the Pokemon we throw in the Pokeball, right? Yeah, this is the one we're throwing the Pokeball. at. Okay. I was looking Okay. at it in the intro. It almost looks like it is the Pokeball. Yeah. Oh, yeah. It could be. Yeah. И очень не хотим That's поймать one- Перри. At О, that point, I had to just do the долгая parry Перри. because I Armadillo Пам, used папам, rollout. папам, пам, папам, Not папам, effective. пам. Chai uses quick attack. Не супер долгая, она, There we конечно, go. но Super такой неприятный. Aw. 28 секунд, ну, Armadillo. такой. Yeah, Ну, you're supposed to throw a приятно Pokeball быстро все before равно. you Yeah. knock И без you урона out. прошел файт. Have you? Клевый моб, жаль его в обычном прохождении, Okay, so его coming up больше is ни gonna be разу не будет. Atrium, Все такой мини-мини and босс. I wonder what we're gonna see Как associated огненная with this птица door. тоже ни разу. А хотя нет, oh, огненная wow, птица, okay. по-моему, So that's Kale. Yeah. казуально еще есть в Oh, следующем okay. уровне. Это Кейл. Glowing, very sparkly. Very Okay. modest. Что Very будет? modest. Будет Gives you, like, перезагрузка Cancer Jack чекпоинта? Yeah. Okay. So I mean, if I'm in a shopping mall like that, it may, you gotta put something in the middle like that. Да. I Перезагружаем myself with чекпоинт the дважды giant statue, but I для mean, того, you know, чтобы each their own. заспавнить So некоторые we're about to do триггеры it. We're в gonna уровне. immediately do a double load after the Для loading on скипосика. the bottom right, which is that little MP3 player. So the Дважды reason- чекпоинт перезагружаем, there's not потому что exactly перезагружаем a reason чекпоинты as с to we don't know педой why на this со works. стример My мода. theory is that when you do На a стример double load, модов especially in this мы section, не it хотим will remove all the включать NPCs стример from мод before. And so по that понятным just makes the копирайт game причинам. focus on spawning everything within this atrium. And when I mean spawning stuff, I mean specifically a magnet that we are going to try and get here. So CGS. we're Немножко gonna go to where the гадкий tree скип. is. Got it. Nice. Nice. Yeah. Very good. Yes.
So that skips two of the courses over there. We are going to go back to the arena where one of Скипаем those courses are. два файта. So we Один, just gotta правда, do a bit очень of легкий. platforming И where из these этого у buildings нас are. заключит следующий файт. New CJS. Вот, поэтому надо... Get on top of this plant. Shout out to Vandalay for putting their employees in these like modular. It's very future tech. Like it's a this is Небольшой the future of скипосик. office design. It's just giant shopping mall Не сильно atriums with большой, little прикольный. RVs attached to the wall where the employees go. Залайнапить больше. Another echo splash. There we go. There И we go. еще один. Nice. Nice. So it avoids both the Mac wall and avoids going through the building and hitting one of those buttons that require a certain combo. So it just saves a lot of, or like maybe like 5 seconds because we're in setup. Okay, so this is the arena that we skipped, but now there's firefighters. However, because we skipped it, the enemies are a little bit glitched. So we're forced to use Я the понял. Я, кстати, gravity не well знал, here почему in этот order to, файт hit заключен. them, because Потому as что you на can этой see, арене уже they have был no файт. hitbox. So after we kill this Но boxer, другой. then we can grapple onto the third one, and then we should be good to go. And we have to Теперь rhythm я parry this, or знаю. we have to kill this guy before he rhythm parries. And then grapple, Nice. Nice. and then triggers him. Ну, короче, Oh, wow, из-за того, of что course. мобы заключены, приходится This делать really don't разные странные вещи. I didn't even parry it. I'm a bad player. All right, anyway. That bird that we saw. I've Pizza. been here for about 2 hours. Moist, I would say there's plenty of Pizza. evidence to the contrary on Yeah, this. I'd agree with that. Can we give it up for Moist, who's been absolutely crushing this run, please? Who's also the world record holder, too. Yeah, That that's is- also true. yeah. Yes. Well, I'm gonna just do the rhythm parry here because I'll show you what happens if we didn't destroy the boxer before he does this attack. Yeah, so I don't know if you seen a glimpse of that, but hold on, yeah, you see that laser? Oh. Yeah, so the reason why we have to not, Ah. or why we can't do that rhythm parry with the boxer is Интересно. because it spawns all the enemies from this courses that we had skipped. So now Я we не need to знал. make a break for it. Yeah. Объясняют, что из-за того, что там Yeah, this is like one of the few залагал times where файт, we, like, actually если fought бы enemies in, but we боксер, actually run ну away или from them. птица в данном Usually случае, just, like, avoid ловит fine вас в and make паре, period and skip it, but, like, то here we can't do that. Yeah. Also, we're мобы, so которые in были a- раньше на этой арене, в файте, который мы скриптули, спавлятся. Я не знал этого, забавно. Ни разу не ловил I don't know. пари It чейн a very мобов здесь. punchable head, though. This is true. Yeah, that is very Интересно. true. Yes. So we're heading to the, Берем the батарею. accounting department, or like I guess like the bank where А they нужна keep ли all the батарея gold for the для company. Рокфорта? Потому что Рокфорт, I он guess theoretically тоже, we would Oh, be. whoa. тоже требует, Imagine. чтобы его Alright. били You долго. cannot parry the phone, unfortunately. Oh gosh, if I could parry the phone at my job, I would parry Right? every single phone call I got. Right. Okay, so obviously this is a huge arena full of like 20 samurais. We're gonna fight 20 samurais, right? Well, yeah. Ду-ду-ду-ду. Oh wow, that's a. Ду-ду-ду-ду. Awoo. So this is. Awoo. Roper. Он очень много Yes. урона носит. Очень сильный босс в Now, этом I would say плане. Roper, even on a casual playthrough on easy mode, he is actually the highest damaging boss besides Kale. So it's a like. I'm just gonna keep using light attacks. Like, okay, well, and not get hit there, but yeah. Now I get the Leonardo DiCaprio. Yeah. The wolf. Yeah, Yes, it is. yes, Yeah. yes, You gotta see yes, it now. yes. All right. As Roquert constantly tells you in this fight, money is power. And money can turn you into a giant wolf mech, or it can just Вот, turn и you back после того, into your как normal ему self. проносите Yeah. 2/3 хп в первой фазе, вот он разваливается, и здесь потом он делает We just have щит, to потом break through a делает blue shield and then a green shield. Shield зеленый Z-shield. Вот, Okay, но no. следующую фазу все равно чуть раньше определенного момента перейти нельзя. Also, this part is technically music locked. It's kind of hard to tell because this track kind of loops a little monotonously. So, also, I don't. The enemy's reticle from the last stage is still targeting Здесь me. Пеппермент лучше So the game юзать, is really broken чтобы, right now. потому что Пеппермент может заканчивать фазы для вас очень легко. So this is phase 2. So it's the same as like the first Вторая one. фаза, во второй There is an фазе attack that в we идеале wanna avoid that puts us into, не ловить, when it was потому что он может кинуть вас в парри комбо в Big Bad Wolf. this is Если not он the делает это в Yeah, начале, rolling хотя на НГ, наверное, не важно, когда он это делает, By потому что this если он point in это the game, ловит вас, you вы acquired долго enough парируете power с and enough коксикой skill атаки, that
и не наносите Рокфорту урона, что не гуд. На НГ+, если он делает это довольно быстро в начале, то вы все равно успеваете ему потом снести хп до того, как музыка дойдет до момента. Ее провалить можно, но все равно долго проваливать. Он так довольно много хп относит даже до НГ+, потому что ты там под чипом на урон просто ловишь супер дофига урона. Вот. Можно скипнуть увороты от лазеров, это отлично, потому что можно ему надавать по щам, вот, и потом просто бежим, скипаем вторые лазеры. Вот сейчас будет. Почему он Пепперминт не юзает? Почему он Пепперминт не юзает? Вот так вот, да. He runs pretty fast for how old he is, but yeah. This is such a sick line, by the way. I put my stock in futures, but not yours, kid. That's such a good line. And now we're screwed. Третья фаза. Здесь еще есть теперь к Big Bad Wolf, в которой он может нас поймать нас во второй фазе. Он может поймать еще, он может нырнуть в золото и начать прыгать вокруг. Не супер долгая атака, но вы не можете наносить ему урон, пока он плавает под золотом. И потом нужно, чтобы он прыгнул и ударил головой, ударился головой об статую. Может быть нормально, кстати, пам-пам-пам-пам-пам. Не, нормально. Не потеряли время, что, как можно видеть, фаза все еще не заканчивается. И последний прыжок. И конец файта. Скриптованная перед. DuckTales. Ooh. And there we go. That's Roquefort. Every day they out there making DuckTales. Ooh. And also for those wondering, so like you see in like those rhythm sections, it's only the X button. That's because I selected the option in for single button rhythm sections. So it just changes everything to just the X button. We just figured like those sections don't really matter because it just changes it, you know, LB, RB, and then all the other like 4 main buttons. So you can just make it simple and you don't have to worry about it too much. Glorified QTE sequence. Но один из моих любимых треков тоже здесь. Confrontation. Не Confrontation. Confrontation — это вот этот трек, он мне не очень нравится. А вот следующий. PS был название. Reflection, точно. Oh, hey, look, it's Roxanne. I think. Yeah. So that's it's Roxanne putting on the Это просто red wall. QTE-шка. Под Or is it музыку. still a Очень. red light? Здесь кошка закрывает глаза и вайпит с нами. So the joke about track 11 is that this rhythm that is a cutscene basically takes longer than the actual platforming, the level, which we will showcase pretty briefly. Да. But QTE-шки в этом уровне дольше, чем сам уровень, потому что этот уровень разломали. А здесь всего 3 файта в этом уровне. Длинные файты, большие, и автоскроллеры всякие есть, но именно что мы делаем в спидране, мы скипаем просто с первого QTE на последнее QTE, и все. Полтора часа эстимейт был в прошлом ране. Может быть, о нем речь. У меня золотой сплит на этом уровне. По башке был. Профейлил один скип, потерял сразу 20 секунд. After all, the puns aren't exactly my forte. Let's keep up the donation tempo and end on a great harmony. And then we got Tristan coming in at $75 saying, drop it. И кошка вайбит. Блин, как же я хочу качественную плюшку 8-8 себе. Come on, everyone in the audience, come on. Get him out. Yeah. Зона, все пацаны в зале вайбят. I love it.
I, like a responsible commentator, turned my phone off so I can't participate. Yeah, I kind of the same thing. I'm over here busy playing. We're all completely off rhythm at this point over here doing commentary. It's fine. I only need to be good at the rhythm in the game. I don't need Right, to go out of the game. yeah. I mean, honestly, thank God. Let's be real. Yeah. Yeah. It's just somewhat the irony of it all. We're playing, you know, it's a game with a high, big level of rhythm, and we're trying to do this with the nice thing, and we can't even get the right rhythm. We can't even Это get... последняя секция этой кутышки. Alright, this is the last set of rhythm parries, and then we'll finally get to platform for about like 3 minutes. Or even 2, I forgot. You know, we've made it this far in this run, and I look at this and I'm like, you know what would have been really cool? Я не очень люблю этот трек. If we could play Если this сначала track. будет небольшой скип, мы можем That would've been really перепрыгнуть cool. за забор Yeah. и немножко Honestly, that дэшнуться would've в been сторону nice, but, и you know. долететь до Oh, whoops. граппл-поинта. Делать надо быстро, иначе You know, I мы, guess по if сути, Tango не is сейвим watching, никакого they make времени. some Он уже DLC не where he сейвит plays никакого the времени, cat. но он So we got a little bit зацепился. of platforming here going on. This is going to be some very big skips. Normally we're supposed to be going like all around, and our teammates are going to be helping us out. Ой, здесь but можно hopefully we can get a перепрыгнуть. couple skips Yeah, I in. want to Погоди. try to get this one in. Nice. Nice. Я не Oh, знал, yeah, что это that's можно really сделать. Like, what? I'm У-у-у. not going for it again. I joked. It's fine. It's a very small time skip. Yeah. Typically we try and get them Да, whenever we этот can, таймсейв очень but, небольшой, yeah. потому что, Alright. по сути, нам надо нажать кнопку. Я не видел этот скип, кстати. I didn't, or, Нам yeah, I надо got нажать this, кнопку, и timed выезжает incorrectly, вот so этот it's fine. граппл, и можно So we просто would туда skip this, залететь. and the Поэтому whole таймскип, point was to который go on the вы light сделали, post, jump сейв over был to бы почти the ничего. orange Чисто box on the флекс-скип left, and it avoided this peppermint для cutscene. It only saved like левела Yellow. 5 seconds, but It's I had it, and yeah. it's the principle that matter. I know. Вот but- здесь файт начинается, когда мы цепляемся за второй граппл. Но если мы цепляемся только за первый и потом парируем в воздухе и залетаем в зону арены, то файт не начинается. Но проблема то, что иногда пари не срабатывает, и вы просто падаете. Говорят, что мисстаймд, я не знаю, в чем тайминг. У меня ощущение, что здесь нет никакого тайминга. Я пытался понять этот скип 100 раз. Просто иногда не работает все. Я убежден, что это просто игра. Вот. И вот здесь мы делаем эхо-сплэш, вылетаем наверх. И теперь заряжаем второй джамп. И последний джамп. Важно засетапить точненько и в конце уровня. Найс, с первой попытки. Этот скип сложно выучить, но когда начинаю... Вот моя главная проблема с этим скиллом была то, что я не знал, как валидировать сторид джампы. Это как раз то, что я вам объяснял, что если держать прыжок после того, как ты застапил сторид джамп, то чай начинает бэйби джампы делать. Вот пока я не знал, как это делать, это тупо рандом был. Ты как бы ты прибегаешь сюда и делаешь несколько попыток, ну, думаешь, ну, наверное, я застапил. Best jump in the game right here. Yeah! Woo! I'm glad it tells us to jump there. I wouldn't be able to figure that part out my own. На грапле не надо рисовать прыжок, если And упал, now потому we что ты как бы unlock не Cinnamon's прыгнул. special ability, which is a giant laser. Giant laser! Ну все, очередное QTE, и потом кейл. Parry section, just another auto-scroller. Будет хорошее финальное время. Что-то типа 2:20 с копейками. Вот, но estimate 2:45 из-за 4 главы, я полагаю. Потому что когда он подавал, он не делал скип 4 главы. Он его выучил, There we go. судя по тому, что он постил в Discord примерно 1,5 недели назад. Или 2 недели назад. Well, it's a plug-in. Вот, у него сейчас VR в 4 уровне. И там 12 минут сейвит скип. Что как бы This is the last track of the game. солидно. Yeah, we just need Kale's Сеньоры. security key, and we can shut down Spectra, the mind control system. Should be pretty, you know, it should be pretty simple, honestly. Вот. У Кейла And of course, Kale 4 just фазы. looks Первая like, you know, за 8 играем. All right, let's go. Просто Cat бы надо mode, let's втащить do it. дважды. We're playing as a cat! This is the power of your donation train at work, everybody. Yeah, let's do this. GT in the game. Yes! Мне, кстати, вот этот трек нравится больше, чем не стример-френдли, который, если без стример-мода играть, тут Nine Inch Nails Perfect Drag играет. И мне вот этот от глаз пирамид трек нравится больше. Yes. Все, первая секция изучаю. And here we are, the last Kale. fight of the game. Кейл — это
казуально So you сложный see файт, Kale я does have скажу. a shield bar, just like Mimosa did. Он So наносит много you're still gonna урона, be able to он do some damage to очень Kale, but when много that атак shield имеет. drops, that's when you're gonna Плюс really у be него able to pour вокруг it него on. летают эти светлячки, которые он иногда выбивает ими ритм. Very И nice если не job. спамить This fight мобами is своей, вот not своей inconsequential. командой Like, there is спамить, still a lot that could go down Yes, here. yes. если не спамить помощников, то Also, not казуально spoiling он anything, надавать but может по щам очень сильно. in the original soundtrack with the licensed music, very, very nice song here. All right. That's phase one. Yeah. All right. Now fate. Now this is Теперь the second/third вторая phase. или So третья, в this one зависимости is от того, считать heavily ли фазу RNG 8-8. because hold on, Супер after this. рандомная фаза. Он превращается в доктора осьминога. И у него есть All right, три so Kale's gonna пауэрапа. summon 4 Клешни, arms, and so the gimmick of this которые, phase is that we need to wait for him to которая пробивает use an макарон. attack that our Одна с partner огнем can, и counter одна with. с... So которая пробивает the reason why пепперминт. this is RNG like В идеале this, он we don't должен wanna see делать these, normal два attacks. подряд So my bet right прыжка. now Если он is делает high обычные basic атаки, attacks. это тупо What are the плохо. commentators feeling right now? How many basic attacks are they Обычные gonna атаки get? это фигня. Если он делает просто атаки, I'm gonna say которые партнеры say five. могут выбивать, это хорошо. Если он делает вот две этих атаки подряд, And as вы with the потом most просто green можете бить armor, Кейла. we have to do Потому this что twice, иначе вы so- не можете наносить его урон, пока у него верхние Alright, две that's руки two. целые. If you're wondering, That's 3. Oh no. Пока плохой рандом. up it there, so I can be right, which is important. Идеальный But it's босс-файт в important to конце note that, двухчасового Kale's рана. health bar here is kind of a false flag. Может потратить You вам... have to destroy all the arms. That's Yes, yes. that's the health bar. Like there's no, you don't have to, you can't. Говорят, что вы должны That's уничточить four, все руки. Oh. Это You can't фейк attack Kale, ньюс. but once you destroy the arms, Oh, it's only 4. That's okay. Oh. There we go. All right. and there it is. That's phase two. Nice. One more phase left, Можете everybody. носить урон Кейлу после того, как вы уничтожите вот And эти when is две, time? которые сверху. А можно просто забить Time тогда. is on the last rhythm parry, or the last Вот, и QTE. последняя фаза супер сложная казуально. Я здесь умер 20 раз на моем первом прохождении. Он выносит хп просто в момент. Я Y'all, на when this харде fight играл. ends, I want you to Я, pop off because Yeah, я Rukage почти has не been умер killing за this прохождение run. игры, и потом на Кейле умер This is a run, 27 but you раз just need to be за good весь at файт. everything. Или типа Combat, того. movement, out of bounds glitches. And you need to be perfect for a Обычные very атаки long это, time. это And бабка this во is втором not- I Чип mean, и Дейле, it ends которая with камни the дает, hardest boss да. fight in the game. Призрак. Alright. We're about to come Да-да-да. We're out. almost done. We're almost Yep. done. Да-да-да. There's gonna be a rhythm parry. Или There's как gonna в be DuckTales some more single button presses. втором чел каменный, который ходит слева направо. Еще два пари And then we и get one конец. rhythm with each Ой, of не our два, три. partners. А, 4. Почему? Макарон, You Корсика, can't just turn your Пепперминт brain off here, и but it is kind of a victory Yeah. lap moment. чай в соло. Yeah, if you don't do the parries or you don't press the buttons, then you miss out on that comic effect. All right, time's coming up very shortly. It's gonna be on the last button press. Тутун, тутун, тутун. Time. Конец. Let's go! 2:20:32. Хорошее время. And well, I'll let this cutscene play out, but yeah, we'll need Yo. to do these conclusions fast to get back on time. But I just want to thank GQ for allowing a run that's, you know, fairly new. only, Технически на 4 третье months, место 5 months into пробежал. development. So thank you for them. I need to thank my commentators because they Хорошая really игра, helped me жаль, out a lot. короткая, действительно. And thanks for all. I need to thank the Действительно community, короткая. Discord, friends, family for the support as well. And of course, thanks to Shion, they are doing the Japanese restream, and they're Yeah. up at like Yeah. 3 a.m., 4 a.m. Yes. right now. So thank you for that. And I'm trying to remember the French restreamer's name. I'm sorry, I forgot. But yeah, also thank you for your contribution for helping with the French Shout restream. out to the Давай, restreamers, стримеров. yes. Yes, Yes. And one final Я shout out to Tango динозавр. Gameworks for making my favorite game of 2023 Agreed. by a mile. Yeah. Yes, agreed. And then skip the cutscene. I mean, the game's basically over, and then it's gonna be game's over. It's gonna be a credit scene. And before we head off, let me just quickly do one thing. Oh, By the way, we need to do the this is thing. very important. By the way, This is 2:20:32. Пета за кэт. Very good job. to Yes. 2030. Идем гладить 20, кошку. okay, that's pretty good. All right, Yeah. 25 minutes under estimate. All right, hold on. Here we Yeah. go. We gotta do the thing. This is post game, but we have to do this. We have to do it. Wait for it. Yeah! Woo! All right, there we go. That's high All fire right, rush. yes. Thank you so much, GD.